вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростись, настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она, земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Вы готовы стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в конкурс за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественник.тв. У меня папа мне еще повезло, а ему уже не гены, понимаешь? Сплошные гены. But when she gets weary, try a little tenderness. Na 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 na, you know she's waiting, just anticipating things that she never possess. But while she's there waiting to ride a little tenderness, that's all you got to do. It's not just sentimental, no. She has her greeting card, but the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear. You won't regret it, no. Some girls, they don't forget it. Love is their only happiness. But it's all so easy. All you gotta do is try a little tenderness. That's all you gotta do. You squeeze her, don't tease and believe her. Got to try a little tender. Завтра вообще не работаем. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас во Дворце спорта города Казань на всероссийских соревнованиях среди юниоров ИДЭЛЬ-2025. Через несколько минут мы начнем соревнования среди юниорок, выступающих по программе «Кандидаты в мастера спорта», которые исполнят произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что курение запрещено во всех помещениях Дворца спорта. Также во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Убедительно просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид.
Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 3 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 5 Ольга Кожемякина, Москва. Судья номер 6 Елена Левковец, Екатеринбург. Судья номер 7 Евгения Полысалова, Республика Татарстан. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Татьяна Александрова, Казань. На лед приглашаются участницы первой разминки. На разминке находятся Елизавета Банны, Калужская область. Маргарита Хотинева, Республика Мари-Эл. Эльвина Тугузбаева, Республика Татарстан. Маргарита Базылюк, Москва. Ксения Бородина, Удмуртская республика. Ирина Горощук, Республика Мордовия. Разрешена 6-минутная разминка. Дорогие друзья, и снова фигурное катание в эфире Первого. Мы свидетели соревнований юниоров на Гран-при России на 4-м этапе, который проходит в Казани, в гостеприимном городе, где всегда много фигурного катания, где тренируются в фигурном катании, прогрессируют и выступают, в том числе на этом турнире. И публика всегда рада видеть фигуристов и фигуристок. И здесь на этой неделе проходят сразу и юниорские этапы, взрослые. Мы наблюдаем за тем, как молодые, совсем еще спортсмены соревнуются на этапах серии Гран-при для того, чтобы попасть на дальнейшие турниры сезона, отобраться, квалифицироваться, показать лучшее, что они умеют. Конечно же, борьба не шуточная. Достаточно сказать, что потенциальный лидер этих соревнований, от которой мы ожидали мощного катания, Маргарита Базылюк, из 18 спортсменок заняла 15-е место, что было, конечно, большим сюрпризом в первый день этих соревнований. И, наверное, это самый большой сюрприз. А второй самый большой сюрприз то, что практически все девушки в первый день откатались совершенно замечательно. Только что вы видели Виктора Гейера, тренера Елизаветы Банных. Она будет открывать первую группу участниц. Вслед за ней будет кататься Маргарита Котенева. Маргарита Котенева представляет на этих соревнованиях республику Мари-Эл. Далекий путь проделала для того, чтобы выступить на этом турнире. Молодчина. Напоминаю, что список участников у нас идет от слабейших к сильнейшим по итогам проката в короткой программе. А значит, будет повышаться градус с каждой разминкой, с каждой участницей. Тренирует ее Ирина Щербакова, Анна Бондарева. И, пожалуй, только две спортсменки вчера сделали серьезные ошибки, вплоть до падения на этом турнире. В том числе это была неожиданно Маргарита Базылюк. Ну и те девушки, которые вот заняли последние строчки, к сожалению, вылетели некоторые элементы из их программы. У одной степ-аут. Также было
одно падение вот у Эльвины Тугузбаевой. В остальном это для нас с вами было наслаждение чистыми программами, и в кои-то веки мы смогли следить за нюансами, когда кто-то не то что выполнил или не выполнил прыжок, а кто-то прыгнул выше, более красиво выехал из прыжка, представил более интересную программу. Это было настоящее наслаждение на ваших экранах. Маргарита Базылюк тренируется в «Хрустальном», у Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгаузе. Даниил здесь вместе со спортсменкой на этих соревнованиях. Он на ваших экранах. Знаем прекрасно, что самый сложный период у девушек, когда они начинают расти, начинают переживать, начинают взрослеть, я думаю, больше начинают думать о своем катании, все ли хорошо, больше переживать из-за того, все ли было правильно сделано. И иногда случаются вот такие срывы, как у Маргариты, но что-то нам подсказывает, что в произвольной программе есть шанс у Риты улучшить результат настолько, что все только ахнут, и это войдет затем в книгу рекордов сезона, что вот была на таком-то месте после короткой, а стала вот на таком-то. Но для этого еще нужно круто и чисто откататься, а чистого катания мы желаем абсолютно всем. Ксения Бородина и ее тренера Лилию Демиденко вы только что видели на экране. Это спортсменка из Удмуртской республики. И Ирина Горощук на ваших экранах. Ученица Оксаны Балучевой, выступающая за Мордовию, будет завершать группу участниц, которые, к сожалению, замкнули вчера список после короткой программы. Это при том, что выступали действительно хорошо. И многие радовались потом в Кисенкрай. И были интересные и даже забавные обсуждения всякие разные с тренерами. Что сделано, что не сделано. А мы все это подслушиваем, потому что трансляции Первого канала лучшие на свете, самые качественные, самые объемные и самые тщательные. Такого количества информации, которую мы получаем сейчас в фигурном катании, мы не получали никогда. А на комментаторской позиции Василий Соловьев. И я приветствую очаровательную и мудрую Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку. И жду, конечно же, от тебя таких нюансов, которые никто никогда не сможет понять, кроме настоящей чемпионки. Привет. Такое представление. Спасибо большое. Тоже с нетерпением уже жду произвольных программ наших прекрасных юниорок. Желаю всем чистых прокатов. Вчера нас очень порадовали своими выступлениями. И хочется, чтобы сегодня эта прекрасная тенденция продолжилась. Хочется ахать и радоваться. Это точно. И этого мы желаем всем удачи. Всем. И первой участнице Елизавете Банных, которая будет кататься под пение Селин Дион. Удачи! What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice,
calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out of ashes. And when I pray to God all night, excuse, can beauty come out of ashes? Can you use these tears to put out the fires in my soul? 'Cause I need you here. Oh, 'cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out of ashes. And when I pray to God all night, excuse, can beauty come out of ashes? Can beauty come out of ashes? Открыла соревнование Лиза Банных с переживаниями, со страданиями. Но сейчас вот улыбнулась. Было очень тяжело спортсменке. Мы не знаем, почему. Может быть, как-то сейчас именно накрыла какая-нибудь акклиматизация. Хотя, казалось бы, не такие далекие путешествия. Может быть, просто устала, может быть, расстроилась, вчера перегорела. Но действительно сегодня прям очень-очень медленно так каталась, печально. И, к сожалению, многое не получилось. Ну, что тут скажешь, Елизавета? Молодец, что выступила, молодец, что движешься вперед. Давай работать, мы ждем твоих следующих результатов. Посмотрим на элементы, Ань. Да, прокат сегодня действительно был очень тяжелый. Было видно, что как-то вот не в ногах абсолютно находится Елизавета. И вот один за другим прыжки прям очень тяжело шли. Боролась она весь прокат. Видим, и бабочки были, и падения, к сожалению. Но старалась до конца все равно доделать прыжки. Вот сейчас мы видим, и каскад сделала во второй половине. Тройной Ридбергер, двойной Тлу, двойной Ридбергер. Ну, видишь, тоже боролась, но не получилось. Ну, то есть старалась исправить как-то после положение. бабочки на Луце можно было предположить, что вообще бросила, да, но нет, решилась, прыгнула, упала, это же всегда неприятно, больно, но она старалась тройной Ридбергер сделать. Да, то есть мы видели, что прокат не идет, что очень тяжело, но при этом старалась все равно до последнего как-то доделывать программу. Такие прокаты тоже бывают. Вот, конечно, хочется пожелать, чтобы такого не было. Что именно произошло, мы не знаем, Но пусть это останется позади. Да. Неудачи бывают, главное после них снова собраться, поработать, потренироваться, и чтобы на следующих стартах все получалось. И после проката мы видели прекрасную улыбку, Да. лучезарную. Может для начала взять менее грустную музыку. Селин Дион прямо своим этим грустным пением похоронит любую программу. В общем, желаем переформатироваться. Ну, Елизавета... Причем хочется сказать, что вчера очень уверенно была Да, на лёд, кстати, да. вот. Хочется пожелать вот такой уверенности, как вчера.
80 Вчера тоже баллов. примерно в начале Общий каталась результат за Елизавета. составляет Первый номер у нее был стартовый. То есть она и вчера Да, вчера тоже открывала. открывала соревнования, но вчера и прекрасно их удивила открыла, нас. Мы да. такие сразу: о, какое прекрасное начало. Ну, жалко. Лиза, удачи. Маргарита Котенева. Маргарита Котенева далее на льду. Программа ее называется Worst Things. Худшие вещи. Once when I was all alone, I called you and you weren't home. My heart fell like a stone to the ground, to the ground, to the ground. To the ground, to the ground, to the ground. Why, when morn had dawned on me and anger grew like ecstasy and lead us through the swan on me, and I fell to the ground, to the ground. To the ground, to the ground, to the ground. Oh, don't say I want you, don't stay this way. Believe me, I wasn't trying to play the game. Someone's to blame. I'll stay the same to change your mind. And you'll change your mind. I could have broken you. I should have spoken for you. Should have seen it was turning me on. Don't you know it's true? There are worse things, perverse things. You should answer when the phone rings. There are worse things I could do. Once when I was all alone, I could not find the telephone. So instead, I burned your pretty home to the ground, to the ground, to the ground. Oh, don't say I want you, don't stay this way. Believe me, I wasn't trying to play the game. Someone's to blame. I'll stay the same to change your mind. Yeah, I'll stay the same till you change your mind. You'll change your mind. Маргарита Котенева. Интересная композиция. Маргарита Такое Котенева. стильное очень и душевное пение, да, и монтаж музыки со сменой ритма. Казалось бы, можно было бы сделать очень интересную программу. Ну вот у Маргариты
сегодня тоже какое-то уставшее катание, как будто все выложились настолько в короткое и порадовали нас там своим катанием, что сегодня элементарно не хватает сил. Даже некоторые вот падения были настолько безвольными, что хотелось как-то поддержать спортсменку. Да, мы вчера восхищались тем, что девчонки одна за другой выдавали чистые прокаты и прям заставляли нас восхищаться своей готовностью, но сегодня мы видим, что все-таки тяжело. Тяжело произвольные программы идут. Начала довольно неплохо. Каскад, вот сейчас видим тройной ридбергер, двойной тулуп, затем был тройной луц уже с ошибкой, но все равно после этого сделала и двойной аксель, и еще один двойной аксель. Боролась в начале своего проката, еще были силы на это, тройной флип затем исполнила. Но вот дальше одна за другой пошли ошибки, падения, видим. А главное, не было вот какого-то яркого катания, к сожалению, опять. Вчера так когда как-то... столько ошибок, то, наверное, очень уже тяжело показывать, да, и программу свою демонстрировать. Вот из тройного луца уже как будто вот и сил не было. Затем тройной тулуп устояла, хоть и не на крутом устояла, двойной тулуп и даже вот из двойного падения. Да, здесь прям совсем поставил такую точку в программе. Все, сил больше нет. Так вот, попроще ее сделать 10 двойных тулупов, в жизни не упадет. Ни на какой тренировке, а здесь... Ну, Маргарита, держись вместе со своими тренерами. Удачи вам. Возвращайтесь с более ярким, техничным прокатом. Пожелать, чтобы все ошибки остались на этом этапе, и дальше уже пусть так и будет. такого не случалось. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Казанская фигуристка Эльвина Тугузбаева. Татарстан. Вчера тоже у нее очень яркое было катание, но вот как раз она ошиблась в своей программе серьезно, упала, и это было прям очень неожиданно. Очевидно было, что она может сделать свою программу ярче и быть выше в списке участниц. Never saw it come, all your backstabbing, so you could cash in on a good thing before I realized your game. I heard you're going wrong, playing victim now, but don't even begin feeling I'm the one to blame, 'cause you think you're it makes me that much stronger, makes me work a little bit harder, it makes me that much wiser. Thanks for making me a fighter, made me learn a little bit faster, made my skin a little bit thicker, it makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter. Yourself through living in denial. In the end, you'll see you won't smile.
Недаром шумят трибуны и поддерживают Эльвину. Она была молодцом. Эльвина И боевая все-таки девушка. И то, что программа у нее даже называется «Файтер», прям сражалась. И видно, что она крепкая спортсменка. И вчера было видно, вот это досадное падение так далеко ее отбросило. Вообще двух вот людей было видно, что они кататься точно лучше могут, но оказались в самом конце. Это Эльвина и Маргарита. Вот они тут рядом и выступают. Эльвина очень порадовала своей произвольной программой и начала с четверного тулупа. Сейчас мы видим его на экранах. Очень высокий прыжок, очень хороший, поборолась за выезд. К сожалению, не докрут там находят, но тем не менее четверной прыжок она устояла, она его сделала и дальше очень достойно откатала свою произвольную программу. Настоящий боец, действительно, Как и поется как и название, в песне. да. Там прям слова есть Песня. такие: «Спасибо, что сделал меня бойцом». Во второй половине 2 каскада исполнила. Каскад тройной лутс, тройной тулуп, затем комбинацию, которая на ваших экранах, тройной флип и 2 двойных акселя. Да, не безошибочный прокат, есть и недокруты, и какие-то шероховатости, но это было очень достойное выступление, и все-таки четверной прыжок не будем забывать. В первой разминке уже мы видим у девочек элемент ультраси, и элемент все-таки исполненный. Потому что она случайный посетитель этой разминки все-таки. И сегодня она это доказала своим прокатом произвольной. Приветствуем ее тренеров, Эльвиру Сельскову и Ренату Казанскую. Молодцы, здорово работают. Вообще об Эльвине такая есть информация в сети, что вот она одна из немногих региональных фигуристок, которые умудряются там на определенных турнирах давать бой москвичкам. То, что и питерским все уже уехали в Москву и в Санкт-Петербург, а Эльвина продолжает представлять различные регионы. Ну, удачи ей на этом непростом пути, хорошие оценки. На данный момент она впереди. Но что будет дальше? Потому что прямо сейчас будет выступать Маргарита Базелюк. Спортсменка чрезвычайно техничная, умеющая отыгрывать сумасшедшие отставания после короткой программы. Вот посмотрим. Композиция «Метаморфозис» Филиппа Гласса.
прекрасная Маргарита Базилюк. И снова мы видим четверной Маргарита прыжок, Базилюк. да еще и с каскадом. И могла Маргарита еще больше и сильно больше. Наверное, если бы все элементы заявленные, которые у нее есть в программе, были бы выполнены, не было бы сомнений, что она может даже на самую вершину пьедестала вскочить. Сейчас видим, что все равно чуть-чуть тяжеловат второй прокат произвольный. При том, что, конечно, это совершенно другой уровень катания, не для первой группы участниц. Это точно. Маргарита уже не один раз демонстрировала, что после ошибок в короткой она может подниматься очень и очень высоко, отыгрывать любое количество баллов, отставания. И видим, что 2 четверных сальхова она исполнила. Начала со стартового каскада четверной сальхов, двойной тулуп. Затем была попытка вот исполнить четверной тулуп. 3 четверных прыжка заявила Маргарита. Но, к сожалению, тулуп не удался. Но после этого еще один четверной сальхов она исполнила. И прекрасно исполнила. Техника замечательная. И очень точно она его сделала. Дальше абсолютно неожиданная и непредсказуемая такая ошибка на тройном ридберге, лишь двойной она сделала. То есть вот это вот 2 таких ошибки в первой половине программы. Затем во второй половине уже все собралась, сделала и каскад. Мы сейчас видим тройной лутс, тройной тулуп, который не удался в короткой, и комбинацию тройной флип и 2 двойных акселя, затем тройной лутс. Очень сильная технически спортсменка, и, конечно, в первой разминке она оказалась только из-за обидных ошибок в короткой программе, и при чистом исполнении произвольной действительно могла подняться на самые высокие позиции, но видим, что и в произвольной все равно ошибки случились. Но это ошибки для Маргариты, и мы знаем просто, как она может кататься. А на самом деле, конечно, прокат очень сильный, с 2 четверными прыжками. Хочется в очередной раз просто пожелать, чтобы позади остались все трудности, и мы вновь восхищались чистыми прокатами от Маргариты. Да. Грустят ребята в Кисенкрай. Ну, вообще не просто, конечно, складывается у Маргариты сезон. С одной стороны, она выиграла турнир в Магнитогорске, а с другой стороны, если внимательные зрители следили за тем, как это происходило, то в короткой программе в Магнитогорске она была 3-й, а в произвольной 2-й. Но из-за того, что ее соперницы так или иначе развалились то в одной, то в другой программе, Маргарита по сумме с результатом 197 баллов оказалась 1-й. Да, это абсолютно справедливая победа, потому что катание оценивается по итогу 2 программ. Но это я к тому, что, казалось бы, Маргарита могла совершенно спокойно лидировать и в той, и в другой, а этого не случилось. А девчонки выстреливали. Видите, здесь на 65 баллов она меньше набирает, чем на 16 баллов она меньше набирает, чем на турнире в Магнитогорске. Но все равно огромный результат, 184 балла. Пока она впереди, посмотрим, как ее соперницы смогут добраться до такой вершины. 132 балла — это произвольная программа. И на это и будем ориентироваться в дальнейших выступлениях. А на льду Ксения Бородина из Удмуртской республики. Программа Bishop Briggs «Река». Faster than a hairpin trigger. Don't you say
Ксения Бородина, ну вот, улыбнулась, и хорошее настроение по итогу проката, потому что Ксения вот весь Бородина. список элементов, вот точно как написано, тютелька в тютельку, прям вот все точно так и сделано. Молодец. Установка выполнена на 100%. Но вот сейчас так радуется, руки поднимает и радостная. Но где в программе это вот такую движушную музыку хоть чуть-чуть дать нам эмоции, покачать? Ну, наверное, очень была сконцентрирована на элементах, получается. И тут преуспела, да? Да, наконец-то мы видим эмоции, радость от своего проката, когда все получилось, все задуманное осуществилось. Давайте пройдемся по элементам. Тройной флип. Очень такой ровненький, техничный прыжок с двумя руками наверх. Затем каскад, тройной лутс, тройной тулуп. И действительно, вот шла от элемента к элементу, очень четко исполняла поставленную задачу. Может быть, немножко не хватило эмоций, но зато мы видим чистый прокат. Абсолютно чистый. И лутс такой еще был ярко Четвертого выраженный. уровня выполнены все вращения, все позиции Да. четенько, дотянуто. Каждый прыжочек подтягивалась туда вверх, как струнка вытягивалась. Эмоции, это, мне кажется, тоже то, что может прийти с опытом. Для начала, вот как база, нужны вот такие чистые прокаты, и потом уже к ним можно добавлять и добавлять, потому что в фигурном катании всегда есть куда расти, и всегда можно больше и лучше. Думаю, что с опытом вот придет эта раскрепощенность, особенно когда будут чистые прокаты, то дальше уже к ним, конечно, можно добавлять и добавлять. С эмоциональной точки зрения, с подачи своей программы, своего образа. Только один элемент на минус был выполнен. Это тройной Заключительный Ридбергер, прыжок. у которого, да, Ксения углядели Бородина серьезный за недокрут. произвольную программу набирает Техническая бригада. Но, тем не менее, 109,82 балла. на третьем месте она Результат после этой программы произвольной. составляет 162,9 Чуть-чуть проиграла Тугузбаевой. балла. На данный момент участница занимает Дала бы третье больше место. компонентов, смогла бы, наверное, Для дать бой. исполнения произвольной программы на Пока лед так. приглашается И в завершении Ирина группа участниц Ирина Горощук Республика Мордовия. из Мордовии. Тоже известная композиция «Гранд Амор». «Большая любовь», но теперь в исполнении женской вокалистки Мэри Олм. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Soli sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo
Ирина Ирина Горощук тоже молодчина. Хорошо, на хорошем уровне завершила соревнования в этой группе участниц. Если и были какие-то недочеты, то не такие, чтобы от них пострадала эта программа. Тренер поддерживает спортсменку. Все равно как будто мы видим, что сегодня так тяжеловато. Мне кажется, идут произвольные программы. Разница теперь между ними только в том, кто борется, а кто нет. Мне кажется, борются все. И вот мы видим уже последние прокаты, что эта борьба еще и приводит к хорошим прокатам. И Ира сегодня, можно сказать, что справилась, она сегодня молодец. Просто, видимо, вот эта вот сосредоточенность в глазах, что да, не без борьбы эти прокаты проходят, не без ошибок, но сегодня точно можно похвалить. Борьба все-таки привела к хорошему прокату, и в первой половине справилась со всеми прыжками. Во второй половине уже, конечно, недочеты были. Сейчас видим тройной флип, затем тройной флип в каскаде с двойным тулупом. Ну, у Ирины такой вот свой стиль какой-то прослеживается по итогу двух программ. То, как она делает выезды, какие у нее хореографические какие-то решения. Так видно, как и над чем работают в ее школе. И хочется отметить, что все три каскада исполнила во второй половине программы. Соответственно, не оставляла она себе права на ошибку. Если бы какой-то прыжок не удался, то она бы осталась без каскада. А так тройной флип, двойной тулуп, затем комбинация тройной лутс, двойной аксель, двойной ридбергер и двойной аксель, тройной тулуп. Все исполнено во второй половине программы. Так что большая молодец. Да, боец. Поздравляем с прокатом. Оксана Булычева, ее тренер. Тоже такая молодая тренер, прям как подружка рядом сидит. Ирина Горощук за произвольную программу. Молодые тренеры, это прекрасно. На четвертом месте она по результату этого проката чуть-чуть уступает Ксении Бородиной. И мы переходим к следующей группе участниц. А там у нас уже 2 четверных обещают. На лед приглашаются участницы второй разминки. На разминке находятся Елизавета Степанова, Республика Башкортостан, Маргарита Энкина, Пермский край, Карина Соболева, Санкт-Петербург, Амалия Насыбулина, Республика Татарстан, Алена Принева, Москва, Арина Ореховская, Оренбургская область. Разрешена 6-минутная разминка. Следующая группа на льду. Спортсменки, которые обещают нам прыгнуть 2 четверных. Одна из них — это Амалия Насыбулина, четверной сальхов. У нее значится в списке элементов первым. И четверной лутс обещает прыгнуть Арина Ореховская, которая накануне нас тоже порадовала интересным катанием, с интересными заходами, прыжки. Мы смотрели, радовались и ахали. Откроет эту разминку Елизавета Степанова. Спортсменка из Уфы. Бронзовый призер соревнований имени тренера Ксенофонтовой. Как обычно, неплохие результаты в среднем у Елизаветы на различных турнирах. Ее тренер Алексей Губанов на ваших экранах. Сейчас у нас главный вопрос в том,
у кого достаточно сил и настроя, чтобы в своей произвольной программе как-то продвинуться вперед, потому что видим, что борьба есть в произвольном катании. Все результаты максимально перемешаются, тем более, что отрыв был очень небольшой у спортсменок друг от друга после короткой. Пока впереди Маргарита Базылюк. На ваших экранах Маргарита Энкина и ее тренеры Екатерина Патлицева и Алексей Гловацких. Вслед за ней ученица Романа Усатова Карина Соболева из Санкт-Петербурга. Выступала она в этом сезоне на турнире имени Панина Коломенкина. В короткой программе была 10-й. Усатов и Молотов, тренеры-хореограф, которые сопровождают Маргариту, Карину на этих соревнованиях. Вслед за ней катается Амалия Насыбулина, еще одна казанская спортсменка с масштабно представленным тренерским штабом. Хорошо тоже вчера каталась. Но пока вот в первую разминку попасть не смогла. Точнее, в последнюю разминку попасть не смогла. Людмила Гафарова в центре на ваших экранах. В современном катании, даже юниорском, трудно подниматься на самую вершину без четверных. Поэтому Амалия будет делать четверной и стараться прорваться в элиту. Алена Принева, интересная тоже спортсменка из Хрустального, и Даниил Глихенгаус на ваших экранах. Алена после короткой программы так ожидалось, что будет повыше, но пока 8-е место получилось в коротком катании. Четверную она не заявляет в своей программе. И завершит Арина Ореховская, ученица Елены и Екатерины Михайловых на ваших экранах. С огромным удовольствием вчера она исполняла свою программу. Так радовалась по окончании проката. Прям лучи счастья. Вот 7-е место, да, потому что борьба была очень сильная. По идее, на предыдущем этапе, если бы она так каталась, она была бы сильно выше. Но на предыдущем у нее не получилось поддержать. Вот в первой группе участниц довольно тяжело шла произвольная программа. Здесь хочется, наверное, пожелать этой легкости, чтобы мы увидели эти чистые прокаты, где девчонки наслаждаются сами своими выступлениями, своим катанием, чтобы вот это визуально без борьбы было. Хочется больше вот ярких прокатов, больше артистизма. Потому что, ну, кроме Базылюк, наверное, в первой группе так все были очень сосредоточены на исполнении своих элементов. Ну и Маргарита, наверное, тоже так довольно-таки да, погружена немножечко была в себя, в исполнение элементов, что абсолютно объяснимо. Исполнение произвольной программы логично. Приглашается Елизавета Степанова, Республика Башкортостан. Алексей Губанов провожает на лед Елизавету Степанову.
Произвольная программа под названием «Песня последней встречи» в исполнении певицы, которая выступает под именем «Полна любви». Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а я знала их только 3. Между кленов шепот осенний попросил со мной умри. Молодец, Елизавета Степанова. Очень красивая Степанова. программа, очень одухотворенное катание, такое лирическое, и все практически шло прекрасно, ну, кроме такого неприятного падения. Но, тем не менее, это была программа, которую хотелось смотреть и наслаждаться. Да, это правда. Очень нежное, прекрасное катание от Елизаветы. И с элементами с большей частью она справилась. Хотя мы видим, что практически все прыжки ушли на пересмотр. То есть борьба все равно присутствовала в исполнении этих прыжков. И результаты этой борьбы вот сейчас как раз-таки оценивает техническая бригада. Начала с каскада тройной флип, двойной тулуп. Это один из немногих прыжков, которые как раз-таки не стали пересматривать. Затем был тройной луц. Вот на нем мы видим, да, действительно недокрут, четверть оборота. И техническая бригада его отмечает.
затем двойной аксель и одинарный аксель комбинация, тройной сальхов, здесь чисто, без вопросов. Затем был исполнен тройной ридбергер, вот он на ваших экранах. И вот здесь тоже отмечают недокрут в четверть оборота. Во второй половине программы тройной флип, докручено, чисто исполнено. Затем был тройной луц, вот на котором тоже недокрут в четверть отмечают. И двойной аксель, к сожалению, на этом прыжке должен был быть каскад. Двойной аксель, тройной тулуп. И из-за падения с двойного акселя остается без каскада Елизавета, поэтому, конечно, баллов много здесь будет потеряно, потому что это заключительный прыжок в программе, и каскад уже нигде не переделать, никуда не добавить. Пошли на этот риск, и сегодня он немного не оправдался. Хочется пожелать, чтобы все элементы получались, чтобы эта программа зазвучала еще ярче. Да, очень красивая программа. Я уверена, что при чистом исполнении она, конечно, засверкает еще ярче. Очень старается всегда делать элементы красиво. Вот выезд с Ридбергера такой был прям очень изящный в образе. И то, что молодая совсем девушка, но в программе есть какой-то смысл дополнительный, там, стихи Ахматовой и какое-то наполнение. Это всегда очень важно. Значит, голова работает, и зачастую даже вот работает голова на творчество. Прыжки чуть-чуть не хватает. Пусть хватает головы на все у Елизаветы. Сейчас она на 5-м месте. Ну, это объяснимо с теми ошибками, которые мы видели. Маргарита Энкина, как ее настроил Алексей Александрович. «История любви», так называется ее произвольная программа. Под пение Элен Сегара, французско-армянская певица. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. J'en dis si bien d'ailleurs. È la storia di un amore crudele perché ti ricorda di un dolore che non sai cos'è. Nelle notti per amarsi si dimentica ogni addio. Al momento di lasciarsi il rimpianto è solo mio. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Qui ne finira jamais.
Недаром настраивал свою спортсменку-тренер Маргариту Энкину. И она отлично справилась с катанием. Да, такая аккуратненькая девушка. Смотри, вращение тоже все очень хорошего уровня. Молодчинка. Да, и уже появляется эта легкость в катании. Постепенно, мне кажется, что вначале мы отмечали, что сегодня прям тяжело идут произвольные. Сейчас уже мы видим, да, справилась со своим прокатом. Молодец, да. Маргарита. Начала с каскада, тройной луц, тройной тулуп. На тулупе отмечают недокрут в четверти оборота. Сейчас посмотрим этот прыжок на замедленном повторе. Луц с руками наверх, вытянулась прям в воздух, но чуть-чуть как будто бы скорости после луца не хватило на тулуп. Хорошо она сделала и тулуп, но все-таки вот недокрут в четверть отмечают. Затем тройной флип, исполнен чисто, тройной ридбергер и двойной аксель в первой половине. Вращение первое, вот, которое сейчас мы видим, третьего уровня поставили. Остальные два вращения четвертого уровня. Во второй половине начала она с комбинации. Тройной флип, двойной аксель, двойной ридбергер. После флипа тоже не очень много скорости было, но это не помешало ей исполнить дальше свои прыжки. Затем тройной луц, такой дотянутый выезд. И завершила она прыжковую часть каскадом, тройной сальхов, двойной ридбергер. Каскада прыгает с ридбергером, что чуть сложнее, но дает больше баллов. Небольшой недокрутик вначале поставили в каскаде. Да, вот единственная, по сути, такая небольшая ошибочка. Это вот недокрут на первом прыжке. Вместо баллов 12 в итоге получила только 9,5 на этом элементе, но в остальном очень толковое катание с очень хорошими уровнями. Очень достойный прокат. Ну вот, какой хороший результат. Я думаю, тренеры довольны сегодняшним прокатом, и она сама. Карина Соболева из Санкт-Петербурга. Известные ритмы для фигурного катания. Powerhouse, бэнг-бэнг. Посмотрим на эту вариацию. Horses made of sticks. You were black and I were white. You would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Came and changed the time. When I grew up, I called it mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang,
I sat you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me the church bells rang. Music played and people sang, just for me the church bells rang. Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you Карина Соболева в Карина таком Соболева. женском воинственном образе, потому что это Kill Bill, и своих соперников воображаемых в своей программе она всячески раскидывала, разбрасывала, рубила и стреляла. Молодчина, такая элегантная фигуристка, высокая, очень эффектный, я бы даже сказал, экспериментальный костюм, очень запоминающийся. Ну и программа тоже была очень славная. Да, по завершении проката мы видели все заветные зеленые квадратики. Сейчас все-таки прыжки, которые были на пересмотре, под лупой рассмотрели и нашли к чему придраться. На стартовом каскаде нашли неясное ребро, затем на тройном флипе недокрут четвертиборота, и на Ридбергере тоже недокрут четвертиборота, то есть какие-то шероховатости находят арбитры, но тем не менее справилась, исполнила все элементы, и вращения все на 4-й уровень, и прыжки все она сделала, выполнила, выехала, хоть и с какими-то недокрутами. Сейчас мы видим, что много-много, конечно, недокрутов находит, и во второй половине на луце и на флипе. Да, то есть вроде все прыжки выполнены, а так вот на каждом по Сейчас, полбалла, конечно, по да, баллу она теряется. Потеряет вот первоначальные оценки, которые у нас высветились на экранах. Вот сейчас их 5 таких красных квадратиков у нас на судейском мониторе. Это значит, что минимум 5 баллов, нет, 5 баллов в побольше, минус, конечно. и еще, если посчитать, что должно Что было быть в могла бы плюс, то получить, уже да. сразу чуть ли не 10 Добавки. получается. Ну окей, 8. Это, конечно, прям серьезное отставание. Роман Усатов, Валентин Молотов, хореограф. Хорошо команда поработала. Прекрасная девушка, высокая, видная, и нужно наращивать физическую и техническую форму, чтобы эта программа зазвучала по-настоящему. Ну и как мы все прекрасно понимаем, даже в юниорском катании сейчас никуда без четверных не уедешь, значит, они должны быть в каком-то обозримом будущем, чтобы составить конкуренцию лучшим. Да, планку задали очень высокую наши девушки. Да уж. Ну, в Академии фигурного катания прекрасно знают во всем, что мы тут говорим и обсуждаем. Соответственно, цели наверняка установлены, план составлен, и по нему потихонечку и движутся вперед. В общем и целом, по-прежнему девушки демонстрируют очень слаженное катание без большого количества падений сегодня, так что соревнования точно удались. И при этом еще и интрига такая замечательная. Отстает она от Ирины Горощук в своей произвольной программе на 6 баллов. Таким образом, оказывается на данный момент на 6-м месте. Но если бы вот этих недокрутов и ребер неопределенных не было бы, то она, конечно, могла бы подняться прямо в раз на 3-4 позиции. Амалия Несыбулина на ваших экранах. Татарстан. Пение
израильской певицы Ясмин Леви, которая в своей песне повествует о скрипаче Бечу и его инструменте, который становится продолжением его души. Yo toco el violín en la orquesta, cara del chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire que no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. С удовольствием приветствует фигуристку трибуны визгом Амалия и поддерживают. Амалия Насыбуллина не порадовала нас четверным, сделала ставку на что-то другое, на какие-то эмоции в прокате. Как ты думаешь, как это была установка или уже во время проката решила, что не пойдет? Думаю, что это изначально, да, был план, обговоренный с тренерским составом. Но очень трогательное, такое нежное катание, трепетное продемонстрировала нам Амалия. Да, и она такая сегодня артистичная вот эта всегда. ставка на чистый прокат сегодня сработала. Вот сейчас мы видим этот тройной сальто. Он выполнен с большим запасом. То есть, да, четверной видно, что умеет, но явно решили сегодня не рисковать и сделать ставку на чистый прокат. Справилась она с этой задачей. Тройной сальхов, тройной ридбергер, затем тройной луц, двойной тулуп, затем двойной луц, как и запланировано. В заявке был двойной, исполнен двойной.
С такой оттяжечкой эти движения хореографические. Вот прям видно, что она понимает каждое движение, а не просто так его делает. Да, во второй половине вот и каскад мы видим тройной луз, тройной тулуп исполнен, и комбинация из тройного флипа и двух двойных акселей, и тройной флип. И вот в этой программе помимо прыжков было и катание, была интерпретация этой программы, видна, как она ее преподносит, мы видим эмоции. Это всегда цепляет, конечно. всегда нам красивую картинку своими эмоциями. Да, когда катаются с душой, это всегда чувствуется, это передается Амалия и через экран в том произвольную числе. программу набирает 118,23. Благодаря таким спортсменкам Общий результат всегда есть вот данной какие-то программы кадрики, которые потом 175 разбегаются по клипам, 70 повторам. баллов. Это На очень данный момент участница красиво, занимает артистично, второе трогательно. место. Она по произвольной Исполнение программе произвольной программы занимает на нее второе место, приглашается уступив Алена лишь Принева, Маргарите Москва. Базылюк. Ну и по сумме двух программ тоже отстает от нее на 9 баллов. Поэтому Маргарита по-прежнему первая, взлетев уже на довольно-таки большое количество строчек благодаря своей произвольной программе. Алена Принева, также с Хрустального. У нее вариация на лунную сонату в произвольной программе.
еще одна проникновенная, такая трогательная программа. Как она держит паузу, завершив катание. Это всегда тоже очень ценится. Настоящая Алена Бринева. артистка только может так сделать, да, вот прочувствовать этот момент. Ну и вся ее программа была пронизана таким вот артистическим посылом. Ну, кстати, мы сидим и удивляемся, Ань, с тобой, да, совсем на других соревнованиях Алена очень много выполняла раньше четверных. Это что, получается, у нее тоже какие-то вопросы роста сейчас случаются? Или просто на этом турнире не нужно наваливать четверных? Да, Алена очень сильная фигуристка, и в ее арсенале есть и четверной луц, и четверной тулуп, и она не один раз уже демонстрировала это на соревнованиях. Я думаю, что здесь скорее не какая-то тактика придержать это на главные старты, потому что если это есть, и если это в тренировках исполняется, то, конечно, и на соревнованиях это тоже всегда отрабатывается, чтобы главным стартом уже была уверенность в этих прыжках, в этих четверных. Их нужно накатывать и соревноваться с ними. Поэтому я думаю, что есть какие-то, да, сложности, возможно, в межсезонье были, может быть, травмы, может быть, именно рост, взросление, мы не знаем. Но на данный момент вот программу с тройными она исполняет, но за Аленой приятно всегда наблюдать и не только за ее четверными прыжками, то, как она катается и презентует свои программы. Это всегда на высшем уровне все исполнено. Сегодня, к сожалению, даже в тройных прыжках были ошибки. В целом справилась со своей программой, но вот во второй половине вместо тройного луца исполнила лишь двойной, бабочку сделала. Но даже там сориентировалась, добавила комбинацию, двойной аксель, тройной тулуп. То есть видно, что какие-то сложности есть, и просто вот мы не знаем что, но хочется, чтобы справилась она с ними. И мы вновь наблюдали за ее прекрасными прокатами и с четверными прыжками. Это правда. Она отстает на 12 баллов произвольной от Базылюк и на 7 баллов по сумме двух программ. Таким образом, Маргарита по-прежнему удерживает свою позицию, а соперницы к ней все ближе и ближе продвигаются, но пока не достают. Арина Ореховская из Оренбургской области. Катается она под программу Рафаэль Юваль, израильская певица. И песня называется «Новый день настанет». My colors in the gray, my only wish on a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Pain will go by,
Эх, и вращением тоже 4-го уровня завершает Арина Ореховская. свое катание Арина Ореховская. Боевая спортсменка и такая высокой, с эффектным катанием. Очень одухотворенно она катается, с удовольствием, прям видно, получает и тренерам своим доставляет. Ну и, конечно же, нам. Ну и пошла на риск в начале программы. Конечно, к сожалению, не получилось максимально чисто. Расскажи, Ань, как там сейчас на четверном луце дела Да, обстоят? вот как раз сейчас смотрим повтор. Самый сложный четверной прыжок, четверной луц с руками наверх. И выехала она его, и выехала без каких-либо видимых ошибок, но нашли на нем недокрут в четверть оборота, и он действительно был виден. Но это уже, во-первых, заявка серьезная, так она еще и исполнена, хоть и с этой ошибочкой. Так что, я думаю, доработают еще, и будет уже чистое исполнение, надеюсь, на следующих стартах. Дальше с тройными прыжками уже никаких вопросов не было, совсем справилась, и все каскады, все 3 каскада во второй половине она исполнила. Тройной луц, тройной тулуп, тройной луц и комбинация из 2 двойных акселей и тройной флип, двойной тулуп. Очень и очень серьезная техническая заявка, и она исполнена. Все вращения 4-го уровня, так что это было очень сильное выступление от Арины. И главное, что помимо этих технических элементов, она и программу свою продемонстрировала прекрасно. И когда один за другим прыжки получаются, то, конечно, чувствуется вот эта энергия, Арина Ореховская которую за она произвольную программу через экраны нам передала. 126,17. По произвольной программе у нее второй результат. Отстает на 6 баллов она от Маргариты. Но по сумме 2 программ она выскакивает вперед. Это первая спортсменка, которая смогла обогнать в итоге по сумме 2 программ Маргариту Базылюк. И лидирует на данный момент, а впереди выступление еще 6 спортсменок. Это будет заключительная разминка после заливки льда.
your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, He's so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy. И на лед приглашается участница третьей разминки. На разминке находятся Екатерина Кольцова, Костромская область, Агата Морозова, Санкт-Петербург, Альбина Герасимова, Московская область, Арина Парсегова, Москва, Майя Сарафанова, Москва, София Сарновская, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительная группа участниц на льду в произвольной программе юниорок на Гран-при, которая проходит в Казани. Гран-при России — это ответственные соревнования. И все девушки, и все спортсмены, которые приехали на эти соревнования, подтянутые, настроенные, красивые, в эффектных костюмах, потому что это соревнования очень важные, и от них зависит развитие не только сезона, но зачастую и карьеры для многих спортсменок. Заключительный такой вход во взрослое катание, да, выше только звезды. Здесь юниорки должны продемонстрировать себя во всей красе, чтобы затем продолжить свою карьеру во взрослом катании. Прекрасное катание демонстрируют нам девушки вот уже второй день. И в короткой программе все было великолепно. И сейчас в произвольной отличная борьба. И мы уже видели и четверные, и попытку четверного луца. И очень плотно располагаются спортсменки в этой борьбе на вершине. Пока что лидирует Арина Ореховская. Вслед за ней Маргарита Базылюк приподнялась как минимум на 7 мест после провала в короткой программе. Ну а сейчас на льду Екатерина Кольцова. Она будет открывать это катание из Костромской области. Пробилась ученица Юлии Тащиковой в финальную разминку. Прекрасное достижение уже. Вслед за ней Агата Морозова. Агата Морозова из Санкт-Петербурга. Тренируется у Ольги Ефимовой, Елены Формазовой, Василия Попова. Это звездный лед. И в ее катании нас ждет Лебединое озеро. Исполнять четверной в этой разминке будут только 2 спортсменки, ну, по крайней мере, так они обещают по
протоколу. Это две спортсменки, которые будут завершать эту группу участниц. Сарафанова и Сарновская. На ваших экранах Альбина Герасимова. Спортсменка из Балашихи, где тренируются у Натальи Титовой и Виктора Кудрявцева. Такая молодая девушка Альбина дебютирует в программе кандидатов в мастеров спорта. Видите, оказалась в финальной разбинке благодаря своему очень чистому, очень красивому катанию в короткой. Арина Парсегова, ученица Георгия Пахалюка в группе Этери Тутберидзе, по своей эмоциональной такой театральной программы из мюзикла «Бурлеск». Здесь ее сопровождает Даниил Глейхенгаус на ваших экранах. Отрабатывает свои прыжки Майя Сарафанова. Ждем от нее четверной луц. Как Майя обычно исполняет четверной луц? Видела на турнирах или... Честно признаюсь, пока еще не сюрприз. видела, да, так что для меня тоже будет сюрприз. Находимся все в ожидании. Что же нам продемонстрируют девушки? Вот в Магнитогорске она поднялась только на 7-ю строчку на турнире «Звезды Магнитки». Причем после короткой программы была 12-я, потом поднялась на 5-е место. Внимание, до окончания разминки осталась 1 минута. В произвольной программе она соревновалась, кстати, тоже с Ариной Ореховской, плотненько. Арина тогда вот с недокрутом тоже сильным сделала луц, а Майя Сарафанова пыталась прыгать луц. У нее там был двойной недокрут, то есть 2 галочки, еще и ребро поставили неизвестное. То есть, но попытка была. Наверное, будет пытаться и сейчас. То есть, если не пытаться делать это на соревнованиях, то как тогда этот прыжок войдет в обиход? Да, тем более, что когда есть желание и амбиции бороться за самые высокие позиции, то, конечно, в юниорском женском катании уже тоже нужно делать ставку именно на четверные прыжки. Ну и в завершении будет кататься София Сарновская. Она обещает прыгнуть четверной сальхов. Это ученица Плющенко. Тройной аксель. Да, и тройной аксель, что тоже важно. Это комплект эффектный. Ученица Плющенко, Михайлова и Алексеева. Из школы Андрея Плющенко. Екатерина Кольцова. Но первой катается Екатерина Кольцова, Костромская область. Тренер Юлия Тащикова. В финальной настройке так просит продышаться спортсменку. Катается она под музыку Максима Родригеса «Эсперанца».
estamos sós, nesse abraço forte, sentir um mar na nossa voz, chorar como quem sonha sempre navegar nas belas ruas deste amor. Ao longe abarca a boca perto do norte. Amore mio, se non c'è stesse o mare tu, non c'è stesse manch'io. Екатерина Кольцова, поднимающая своим катанием престиж Костромской области постоянно на турнирах. Екатерина Зачастую, Кольцова. да вон даже в чемпионате России по прыжкам, вот Костромская область единственная была представлена, кроме Москвы, и больше никого. Только вот Катя и старается за всех, за все регионы, что называется. Ну, хорошо каталась, такая высокая, очень видная фигуристка. Без четверных сегодня, без тройных акселей. Ну и так-то тройные вроде в основном чисто, да? Да, очень достойный прокат. И справилась она со всеми элементами, которые заявила. Начала с двойного акселя, затем исполнила каскад, тройной луц, тройной тулуп. С руками наверх, очень подтянутые такие ровные прыжки. С запаса приземляется она прям так надежно, докручивает все элементы, тройной флип. Прыжки она делает так, что это даже не вызывает какого-то желания пересмотреть этот прыжок, был ли там докрут или нет, потому что она вот прям так сверху уверенно приземляется. Во второй половине исполнила вот секвенцию тройной ридбергер, двойной аксель, и затем еще один каскад, тройной луц, двойной тулуп, двойной ридбергер. Очень такие качественные элементы и хорошее качество исполнения, конечно же, соответствующее оценивается и судьями. Хорошие надбавки она получает за все элементы. Все элементы в плюсовой зоне находятся. Красота. Хотя вот, тем не менее, чувствуется, да, что ее присутствие в разминке сильнейших так немножечко на нее поддавливает, Ну, как будто бы. да, ответственность внутренняя ощущалась. Уже не хочется оттуда вываливаться Екатерина из этой Кольцова группы сильнейших. Ну и вообще у нее четвертый результат по сумме двух программ. Ну, может быть, и удержится в шестерке. Ну, посмотрим. Все зависит от того, как выступят те девушки, которые еще у нас впереди. А это 5 спортсменок. И первая из них — это Агата Морозова Программы на лед приглашается Агата из Санкт-Петербурга. Морозова. «Лебединое озеро», Петр Ильич Чайковский и такой балетный имидж у Агаты Морозовой в этой программе.
Но она что, получается, в образе черного лебедя? Какие эмоции у Агаты Морозовой после проката. Причем вот молодчина, видишь, додержала образ сначала, а потом уже сказала, вот она я, вот она молодец. Вышла из лебедя, из образа. Здорово, разноплановые нам предлагают программы сегодня фигуристки. Все есть. Хочешь классику, пожалуйста. Хочешь Kill Bill, пожалуйста. Все есть. Отличные девчонки. Агата нас сегодня порадовала не только улыбкой после проката, но и в самом прокате, что в короткой программе, что в произвольной. Всегда отмечаем, что очень она чувствует образ и прям так театрально катается настоящая артистка на льду. Очень ей идут ее программы. Технически она сегодня справилась. Начала с каскада, тройной Луцволлер, тройной Сальхов. Затем тройной Ридбергер, тройной Луц,
этот прыжок мы прямо шахнули, как Да его уж. вытащила она. таком Настолько, приседе. да, тяжело приземление шло, но при этом ни вторую ногу не подставила, никакую ошибку там не допустила. И в итоге этот луц по нулям прошел, то есть в минус не ушла. Все элементы оставила в плюсовой зоне. Жалко, Тем. нет у вас оценки за бойцовские качества. И это точно, здесь надо было Из надбавку за умения это выкручиваться из любой ситуации. Все сегодня исполнила, и на 4-й уровень все вращения. Замечательное катание. Ну и идет ей еще вдобавок эта классическая тема балетная. Прямо она королева сцены. Даррен Аронофски Агата такой, Морозова не за ту произвольную актрису я награду снимал в своем фильме. 123,35 Агата Морозова балла. по произвольной Общий программе результат на за 3-й программы позиции составляет уступила она Базылюк все же, а по 184,80 сумме балла. 2 программ на 43 сотые она обгоняет Маргариту и таким образом становится второй спортсменкой, которая отодвинула Маргариту с лидерской позиции. На данный момент Ореховская первая, далее Морозова, потом Базылюк. Альбина Герасимова на льду. Тренируется в Балашихе у Натальи Титовой, Виктора Кудрявцева. Того Виктора Кудрявцева, который молодой Виктор Кудрявцев. У нас есть два Виктора Кудрявцева в фигурном катании, известных специалиста.
Чуть-чуть не успела закончить до окончания такой необычной музыки, которую она выбрала со своими тренерами для своей произвольной программы. Это дебютантка соревнований юниоров в серии Гран-при. Тут вам и китайские мотивы, рассказ о Великом Шелковом пути и какие-то звуки природы. Это все очень интересное творчество. Ну и надо сказать, что Альбина такая девушка, хоть и молодая, но очень деловая. Так подходила ко всему. Ну, мы же еще и в короткой программе отметили, насколько она заряжена на исполнение каждого Да, прям такая очень движения. бойкая спортсменка. И очень хорошо себя проявила на этом этапе и в короткой, и в произвольной программе. Везде мы ее отмечаем. Справилась она сегодня со своей произвольной программой. Сейчас видим повторы прыжков, которые она очень уверенно исполнила. Двойной аксель, каскад тройной уст, тройной тулуп, тройной сальхов, вращение все 4-го уровня. Вот здесь вот небольшая ошибочка единственная была на хореодорожке. Такой очень сложный элемент, поворот в шпагате был, и немножко она потеряла равновесие, из-за чего дедакшн поставили на этом элементе. Во второй половине сейчас видим комбинацию тройной лутс, двойной аксель, двойной ридбергер. Сразу в твизел выход. Так, очень четко она все выполнила. Прям было видно, с каким таким стремлением и старанием она исполняла свою произвольную программу. Если уж встанет в какую-нибудь позицию во вращении, то вот будет вращаться, пока все не довращает. Да. И очень четко, безо всякого шатания, брожения и так далее. Молодчинка. И недаром была 4-й после короткой программы. И сейчас, конечно же, в произвольной много других компонентов, которые ценятся, очень важных. И в том числе вот, ошибка не останется незамеченной. Поэтому пожелаем ей удачи в судейских оценках. И что тут у нас вырисовывается? Альбина Герасимова. Альбина по произвольной программе все-таки оказывается 8-й. То есть она уступила даже Эльвине Тугузбаевой. Но по сумме двух программ, буквально 0,6, она уступает Алене Приневой. И таким образом занимает 5-ю позицию на данный момент. А впереди еще 5. Арина Парсегова, Москва. Арина Парсегова на льду. Катается она под музыку из мюзикла «Бурлеск». Это история о девушке из маленького городка, которая приехала в Лос-Анджелес и стала танцовщицей в бурлеск-клубе. Before, no, no. And I just gotta tell you right now that EXPRESS EX ladies know been holding back for quite some time.
I've opened up, unsure I can trust my heart, and I were buried in dust. Free me, free us. You're all I need when I'm holding you tight. If you walk away, I will suffer tonight. Can you see that I'm bound in chains? I finally found my way. I am bound to you. I am bound to you. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that, shake that money on a dime. Gonna be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, now just comes alive. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here go the boys, you gotta show a little more. Get it up, get it up. Get it up, get it up. Get it up, get it up. So get your hands up, show me how you put it up. Get it up, won't let you rest. Get it up, it's not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your hands up, show me how you put it up. Отличное эмоциональное театральное выступление от Арины Парсеговой в таком образе Арина мюзикловом. Парсегова. Она перед нами предстала, но была весьма подтянута и в спортивном плане тоже. Вот есть в ней какая-то такая упругость, какая-то такая спортивная, симпатичная девчонка. Молодец. Она без четверных здесь выступала, как вы уже поняли. Ну, а свою прыжковую часть выполнила практически всю на плюсы, за исключением того, что сейчас судьи пересматривают. Да, к недокрутам вопросов никаких не было, все четко исполнила Арина в своей программе, и успевала и потанцевать, и прыжки все сделать. Тройной сальхов, затем каскад, тройной флип, двойной тулуп. Затем был тройной ридбергер, двойной аксель на ваших экранах. Сложные выезды, прыжки с запасом, все хорошо исполнены. Очень четкие позиции во вращениях, все вращения 4-го уровня. И единственные элементы, к которым возникают вопросы у технической бригады, это 2 тройных луца. Вот сейчас мы их видим и можем повнимательнее посмотреть на ребро, к которому как раз-таки есть вопросы. Первый луц, который сейчас был, поставили с неясным ребром. Затем была комбинация с тройным флипом. И заключительный тройной луц, на нем прям ребро поставили. То есть будет понижена и базовая стоимость прыжка. И судьи, конечно, отминусуют этот прыжок. Но это вот единственная шероховатость из этого проката. А в остальном зажигала, каталась. Арина Парсегова И прекрасно справилась со своей произвольной программой. 121,49 баллов. Любопытно, за свое катание она сейчас получает ровно точно такие же баллы, там с разницей в сотые, как она показала в Магнитогорске на тех соревнованиях, которые мы с вами тоже смотрели. И тогда она была 4-й, сейчас занимает 3-ю позицию, и впереди еще 2 спортсменки, которые могут ее подвинуть. То есть вот результаты, если результат твой не растет, то места будут по ходу сезона, я так понимаю, тихонечко снижаться. Да, Арина молодец, но впереди еще 2 спортсменки, которые могут сдвинуть всех вниз. Лидеров. Майя Сарафанова, первая из них, катается под музыку из цирка «Де Солей». А значит, стилистику этой программы мы можем себе нафантазировать уже.
Ох, как решительно и эффектно завершает она свое катание. Пообещала нам четверной Луц. Мы ждали, Майя по-честному, Сарафанова. но не было даже попытки. Прям совсем другое мы получили в начале программы. Двойной аксель, который, видимо, должен был, наоборот, как-то ее настроить на какой-то спокойный лад, да, в этом катании. То есть двойной аксель не самый сложный прыжок, может быть, выбрано со стратегической точки зрения в этом смысле. Ну, в любом случае, все это было очень красиво, в плюсы. И, конечно, программа очень эффектная, девушка красивая, костюм шикарный. Да, в заявке был четверной лут, самый сложный четверной прыжок. Конечно, мы его ждали, но сегодня решили сделать ставку на чистый прокат. И эта ставка сегодня сыграла, абсолютно оправданно. Сегодня они приняли такое решение. Пошла она на набор с тройными прыжками. Исполнила в первой половине двойной аксель, каскад, тройной флип, двойной тулуп, ридбергер, сальхов. Все чисто. Вращения все исполнила на 4-й уровень. Исполнила 2 каскада. Во второй половине сейчас на ваших экранах каскад тройной лут с тройной тулуп. Это сольный тройной лут в конце программы. Последним элементом также была комбинация тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп. Все в плюсовой зоне, все сегодня исполнено хорошо. Программа действительно яркая, запоминающаяся. Сегодня
сегодня Майя может быть с собой. Майя Сарафанова за произвольную Ну вот, программу играет когда она 127. попыталась прыгнуть четверной луц на турнире в Магнитогорске, сделала его с огромными недокрутами, получила огромное количество минусов, она по произвольной программе заняла лишь 5-е место и в итоге оказалась на 7-й позиции по сумме 2 программ. А сейчас она первая, она лишь Маргарите Базылюк уступила в произвольной программе, а по сумме 2 программ обгоняет в том числе и Арину Ореховскую на 5 баллов. Но там вот было видно, что, да, раз Арина, одна из отстающих, находится впереди, то для того, чтобы ее обойти, конечно, не так там много нужно было баллов. Нужно было чистое катание. Сделали правильную ставку тренер со спортсменкой. А в завершении катается София Сарновская. Ее программа под названием «13-й воин», саундтрек из кинофильма. И это «Школа Ангелы Плющенко». София Сарновская завершила свою произвольную программу, а вместе с ней и закончились соревнования в женском одиночном катании. Осталось только узнать, что же за оценки и правильно ли сделала София и ее тренерский штаб, что
сделали ставку на чистое катание и не стали прыгать элементы ультра-си, обещанный четверной Сальхов. Нужно было набрать 125 баллов Софии для того, чтобы выйти на первую позицию. Вот смогла ли она это сделать или нет, давайте смотреть, считать и думать. Да, в заявке был и четверной Сальхов, и тройной аксель, и София исполняет эти элементы, умеет их прыгать, но сегодня решили не рисковать. Ставка на чистый прокат, и ставка сработала в плане того, что программа удалась. Чисто она исполнила все тройные прыжки. У судей буквально один вопрос только возникает к тройному луцу, неясное ребро они ставят. И по вращениям тоже возникают вопросы. Третьего уровня 2 вращения и позицию одну не засчитали. Это, конечно, техническую базу уменьшит. Но в остальном каталась, уверенно исполняла элементы. Немножко так сосредоточена, как будто была она на прыжках. Но сегодня это было оправдано. Очень красивые вращения. Не устанем говорить, что и позицию она делает, ту, которую на соревнованиях особо не увидишь ни у кого. Этим она выделяется, запоминается. Вместе со своим тренером Сергеем Алексеевым она кисен-край. Надо сказать, что 125 баллов, которые ей нужно набрать, это все-таки для первого места, а для пьедестала, конечно, меньше. И не набрать столько баллов, сколько нужно для пьедестала, по-моему, эта спортсменка таким чистым катанием не могла бы. Да, смотрите, 6-е место по произвольной программе. Проиграла она в том числе и Арине Парсеговой, но по сумме 2 программ она немножечко уступает Майе Сарафановой и оказывается на 2-м месте с призами. Поздравляет тренер свою ученицу. Вот еще раз говорю, на предыдущем турнире делали тройной аксель. Чем это закончилось? Катастрофой. Участие, например... Пробуют разные стратегии. Да, в финале Гран-при или в других соревнованиях, оно, знаете, вычисляется не количеством прыжков, которые попытался спортсмен делать, а теми местами, которые они заняли. Вот сейчас на ваших экранах результаты. Сарафанова, Сарновская, Ореховская, Морозова, Парсегова. И только на 6-м месте Базылюк с микронным отставанием от Парсеговой, Морозовой, да даже и от Ореховской, и даже от Сарновской. То есть могла оказаться и на пьедестале. Ну вот, а если бы сделала еще и ультра-си, вот как она это умеет, эти 6 баллов недобора, которые у нее сейчас до Сарафановой, могла бы тоже покрыть. Но для этого нужно быть, видимо, немного в другом состоянии на соревнованиях. Сегодня, к сожалению, Маргарита не смогла этим блеснуть. Но мы поздравляем Майю. Прекрасное было катание, здорово. Да, здорово, девчонки сегодня откатались и показали нам и разнообразие и четверных прыжков, и чистые прокаты с тройными прыжками, которые сегодня оказались на высоте. Спасибо им за это катание. Спасибо, девчонкам. И мы переходим к мужскому одиночному катанию, которое начнется сразу после заливки льда.
Уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителя среди юниорок, выступающих по программе «Кандидаты в мастера спорта». Звание победителя, первое место на всероссийских соревнованиях среди юниоров «Идель 2025» завоевала Майя Сарафанова, Москва. Серебряным призером становится София Сарновская, Москва. И бронзовую медаль завоевала Арина Ореховская, Оренбургская область. Медалями призеров и победительницу награждает старший судья по виду Светлана Кандыба. Цветы призерам и победительницам вручает технический контролер вида Юлия Андреева. Награждается тренер победительницы Екатерина Моисеева. Уважаемые зрители, давайте еще раз поприветствуем наших замечательных девушек. Пожелаем им счастья, здоровья и спортивных побед. На этом торжественная церемония награждения подошла к концу. Через несколько минут на лед выйдут юноши и исполнят произвольные. You came for. There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? If it ain't enough, shit, it will right up. If it ain't enough.
you came for. There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? If it ain't enough, shit will right up. If it ain't enough, you can take my love. Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? Get what you came for? Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? Get what you came for? Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? There must have been an angel by my side. Something held me, led me to you. Look at the sky, it's the color of love. There must have been an angel by my side. Someone held me, came down from above. He led me to you. He led me to you. He built a bridge to your heart all the way. How many times of love inside I can say? When I was there to you, I knew you were all for me. I swear the whole world could feel my heartbeat. When I lay eyes on you, you wrap me up in the color of love. You gave me the kiss of life, kiss of life. You gave me the kiss that's life, kiss of life. Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Link. Ростелеком. Технологии и возможности. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она, земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток ищет тебя, как искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в конкурс за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику.
Условия на сайте путешественник.тв.рф. Уважаемые дамы и господа, всероссийские соревнования среди юниоров игры 2025 продолжаются. И через несколько минут мы начнем соревнования среди юношей, юниоров, выступающих по программе «Кандидаты в мастера спорта», которые исполнят произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Алла Машкевич, Челябинск. Судейская бригада. Судья номер 1 Регина Трусова, Казань. Судья номер 2 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 3 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 4 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 5 Марина Сучкова, Москва. Судья номер 6 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Соловьева, Томск. Технические специалисты Наталья Лебедева, Московская область. Татьяна Александрова, Казань. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Денис Яшин, Свердловская область. Константин Романов, Ивановская область. Иван Теленков, Московская область. Искандер Амиров, Республика Татарстан. Лев Бабык, Нижегородская область. Владислав Скворцов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительный вид, заключительные соревнования на Гран-при России среди юниоров в Казани. Это произвольная программа у парней. Мы увидим их произвольные фантазии на различные музыкальные, театральные, кинематографические темы. Надеемся, что увидим и элементы ультра-си, как, по крайней мере, обещают нам участники финальной
разминки в первой группе участников, где катаются 6 спортсменов. Также есть надежда на четверные прыжки. Но обо всем по порядку. Комментирует для вас эти соревнования Василий Соловьев и олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Снова Всем привет. приветствую тебя. Да, привет всем любителям фигурного катания. Ждем выступления Дениса Яшина. Он будет открывать эту группу. Его тренеры Екатерина Козлова и Евгений Зайцев, Ольга Куркина тренирует его в школе «Юность» в Екатеринбурге. Призер первенства и чемпионата Свердловской области. Константин Романов представляет здесь Ивановскую область. Мы разговаривали с Анной по поводу того, какие мысли у молодых спортсменов о том, где в итоге они окажутся, где они будут выступать, к чему они стремятся, все ли стремятся к Олимпийским играм. Вот, например, Константин в своих интервью рассказывал, что он очень хочет выступить на Олимпиаде. То есть это его мечта. Значит, устремления максимально высокие. Его тренер Александр Алтухов был на ваших экранах. Вслед за ним будет выступать Иван Теленков. Еще один спортсмен из Балашихи. Ученик Марины Дежиной, Станислава Ковалева. В своей произвольной программе он катается на композиции группы «Король и Шут», которая переживает, можно сказать, такой постфактум ренессанс благодаря сериалу, который был снят про эту группу. Ну и темы вновь стали популярными. Искандер Амиров. Искандер представляет Казань, где его тренирует Ольга Арбузова, Алина Алексеева. Такой классический у него костюмчик для программы на музыку из кинофильмов Чарли Чаплина. Белый верх, черный низ. Вот 13-летний Лев Бабык обещает исполнить четверной сальхов в своей программе. В Нижегородской области он тренируется под руководством Анны Калиниченко. Ну и Владислав Скворцов из Москвы. Стадион Строгинский конек Чайковской, где его тренирует Алима Гершкович. Победил в прошлом году на всероссийских соревнованиях «Енисейская симфония». Второе место на турнире памяти Игоря Русакова. Огромное количество турниров, которые так вот, помогают нам сохранить историческое наследие, помнить всех тех, кто огромный вклад сделал в развитие этого прекрасного вида спорта, работал, трудился, творил, вкладывал всю душу. О таких людях мы вспоминаем всегда, когда смотрим на этих молодых ребят, потому что цепочка практически от каждого вот спортсмена можно проследить цепочку вплоть до Панина Коломенкина. Обязательно где-то есть взаимосвязи, кто-то у кого-то тренировался. Московская школа, питерская, и затем вот разветвление по всей стране, которые здесь, на этих турнирах, собираются в один пучок обратно. Такой мощный соревновательный пучок спортсменов. Тройные прыжки отрабатывает
Не заметила четверных Льва Бабака? Нет, не было. Не попались они на экран. Один четверной, да, была попытка. Внимание участников. Не увенчалась она успехом, но будем надеяться, что в прокате все получится. Быстро пролетает разминка. Кстати, быстро или медленно? Вот когда ты на соревнованиях, она быстро или медленно? Обычно очень быстро Очень пролетает, быстро. и обычно каждая секундочка расписана. Ты четко знаешь, что тебе нужно успеть размять, и там нету времени на раздумье. Свердловская область. А отрабатываете на тренировках вот именно 6-минутный отрезок Да, разминки, стараемся каждый день на вечерней тренировке всегда вот 6 минут прокат. Все четко, как на соревнованиях. Ясно. Открывает соревнование Денис Яшин. Его программа называется «Не могу скрывать свою любовь». Can't pretend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can't be cleansed. Oh, my arms are tough, but they can't be bent. They can't be bent. And I wanna fight, but I can't contend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, 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 oh. Oh, feel our bodies grow and our souls they play. Yeah, love, I hope you know how much of my heart they play. But I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, feel our bodies grow and our souls they play. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh. Потихонечку, потихонечку Денис раскачиваемся. Соревнования парней в произвольной программе открыл Денис Яшин. И сам вроде бы так здорово выстрелил в первом каскаде, но потом все равно все закончилось тем, что ушел со льда. Ну, вот у него, видимо, еще такая комплекция, что вот как будто он расстроен, все время прям совсем чуть ли не плачет. Ну, не расстраивайся так сильно.
Я надеюсь, что внутри он, тем не менее, настроен по-боевому. Просто не все получилось. Да, тяжелое начало соревнований у парней. Прокат был тяжелый, при том, что очень резво он пошел в первую комбинацию. Тройной луц, двойной аксель. Так бойко начал, и казалось, что на этой же ноте и продолжится вся программа. Но, к сожалению, уже со второго прыжка начались ошибки, падение с тройного флипа. И дальше уже один за другим, конечно, много ошибок было. И бабочки, вот только что видели, вместо тройного ридбергера двойной, во второй половине вместо тройного луца одинарный. Вот, но как будто это прям, да, подкосило, расстроило его прям во время проката. Было видно, как он расстраивается. Ну, над этим тоже надо работать, чтобы такие ошибки не выбивали тебя из колеи. Чтобы была возможность собраться и даже после ошибки все доделать и не опускать никогда руки. Пусть этот прокат тоже будет опытом, через который нужно пройти, сделать выводы и стать сильнее к следующим соревнованиям. Денис Яшин. Расстраиваться смысла нет, есть смысл работать, тренироваться и исправлять ошибки, которые вылезли на этих соревнованиях. Держись, Денис. Жизнь штука непростая. Вся во взлетах и падениях. У некоторых, к сожалению, как вот у фигуристов в прямом смысле этого слова, никаких грандиозных секретов в себе не таит. Эта жизнь, заключена она в работе и устремлениях, и побеждает всегда тот, кто работает чуть больше остальных и делает это быстрее остальных. 145,22 балла. 145 баллов. Наша сегодня стартовая отправная точка, а на льду Константин Романов. Очень по-деловому так выслушал своего тренера Александра Алтухова. Все принял к сведению и отправился исполнять произвольную программу под музыку из рок-оперы про жизнь Моцарта, который всю свою жизнь, по версии этой рок-оперы, сражался с деспотичным архиепископом. Мешал тут жить Вольфгангу. Cette nuit, intenable insomnie, la faute, mes défaites, sans répit me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître, Je veux mes nuits à la sous-symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui sait. Mais d'où vient l'émotion étrange qui me fascine autant qu'elle me dérange? Je frissonne, poignardé par le repos. C'est comme dans l'amour le couteau. La blessure traverse mon cœur
негодует Константин. И в то же время доволен большей частью своей программы. То есть не хватило на 100%, но на 95 или, может быть, даже 97 выдал сегодня и катание, и элементы. Только флип помешал в середине программы полностью возрадоваться по итогам этого сложно сочиненного произведения из симфонии и реквиема Моцарта, а также из рок-оперы. Да, видим, что спортсмен доволен. Это у нас самое главное, что он со своей задачей справился, несмотря на ошибку. Тройной флип в комбинации с двойным акселем, затем тройной луц, вот сейчас на ваших экранах Оллер, тройной сальхов, на луце ребро неверное находят, поэтому стоимость будет понижена. Затем тройной луц, двойной тулуп. И что вот, кстати говоря, интересно, на первом тройном луце находят неверное ребро, прям неверное, а на втором ничего. Нет, все-таки тоже находит сейчас ребро неверное. Судьи просто потихонечку отсматривают. Да, постепенно отсматривают. Я уж подумала, что только второму прыжку исправился Константин и искоренил эту ошибку, но нет. Затем было падение с тройного флипа. Это вот единственная такая прям грубая ошибка в этом прокате. Но она его не сбила. Дальше собрался, докатал, доделал все прыжки, все элементы. А случается такое в прокатах, что действительно вот тут не получилось четко с внешнего ребра сделать луц, а на следующем прыжке все-таки умудрился и сделал? Или уж если нет этого ребра, бывает, то чаще всего и нет? Ну, мне кажется, может быть такое, что на одном прям неверное, а на другом там неясное, например, может быть. А такого, наверное, что прям неверное и идеально чисто, все-таки это какая-то магия уже, наверное. Тут уже как научен, так научен, да. Потом иди Где-то просто, переучивайся. может быть, более явное, да, ярко выраженное неверное ребро, где-то может быть чуть более такое плоское, которое уже не отметит так. Но это, конечно, все равно редкость. Зачастую все-таки по одной технике одинаково исполняются прыжки. Я в воздухе уже понял, как делать. Делится своими соображениями. А я сначала не понял, я потом уже в прыжке. Какие ощущения у него были в полете? Надо спортсменам сказать, чтобы они почетче разговаривали с Кисенкрай, чтобы мы все слышали. Почетче. Да, погромче, почетче. И показывали еще. Да, нам очень любопытно. Ну, хорошие доверительные отношения между спортсменом и тренером. Обсудили, как что произошло. Получает он второй результат как в произвольном катании, так и по сумме двух прокатов. И пока последний в списке участников. Иван Теленков. Иван катается, как уже было сказано, под несколько композиций группы «Король и Шут». В провинциальном городке был праздник, музыка звучала, но вот в уликующей толпе возник зловещий крик бродяги. Он шел, как будто бы один. Толпа его не замечала, и как-то странно на него смотрели местные собаки. В черном цилиндре, наряде старинном, город на праздник путник очень спешил. По горам пробирался и улыбался, но камень сорвался в пропасть горных вершин.
Как вот еще на соревнованиях девушек мы отмечали, что прям весь спектр программ у нас представлен на этих соревнованиях. Юниоры большие молодцы, но мы и обсуждали, да, с тобой накануне, что юниорам нужно экспериментировать. Иногда Когда кому-то... как не сейчас. Да, кому-то самому хочется что-то сделать, кому-то, наоборот, тренеры говорят, а сделай-ка вот это. Интересно, кто выбрал эту тематику программы. Но выглядит это в любом случае самобытно, оригинально, и интересно было за этим наблюдать. И Иван, конечно, и в короткой, и в произвольной программе очень ярко показывает свои программы, очень театральный такой и хореографичный мальчик, поэтому ему эта программа очень подходит, на мой взгляд. Технически, да, были ошибки. Вот мы видим, начал сразу же с падения с двойного акселя, хотя я думаю, что этот прыжок не должен вызывать никаких трудностей у спортсмена. Затем он исполнил комбинацию, тройной лутс, двойной аксель, двойной тулуп. И вновь техническая бригада находит неверное ребро на луце. С Сальховым и вправду, да, что-то совсем непонятное случилось. Вылетел под наклоном, раскрылся в воздухе в полоборота. Недокрут, как будто он прям потерялся сам в воздухе. Но дальше вот после первых 3 элементов собрался. И дальше уже и во второй половине исполнил каскад тройной луз, тройной тулуп. Вот он сейчас на ваших экранах. Конечно, там недокрут присутствует, но, тем не менее, устоял, удержался. Тройной флип, двойной тулуп, каскад, затем тройной флип. Все это он выехал, вытащил и сделал. Ну вот интересно, на международной арене катаются под пение хоррор-панк-групп? Или это прям большая редкость взрослые спортсмены? Или всякое случается? Ну, я думаю, да, конечно, случается всякое. Но вот, мне кажется, особенно в юниорском возрасте, конечно, самое то — искать свой стиль, искать что-то самобытное, ни на что не похожее. И стараться раскрываться в разных образах, чем как раз и занимаются спортсмены. И зато радуют нас разнообразными программами. Ну да, главное, что человек катается с удовольствием. Гораздо лучше, чем если бы ему сказали, катайся под Лебединое озеро, а ему бы не нравилось бы, предположим. Было бы скучно и однообразно. Да, это замечательно, когда ты видишь, что спортсмен сам наслаждается своей программой. И это всегда сил придает во время выступления. Самовыражается. Не просто механически исполняет действия, которые сказали, а с душой катается. Это всегда чувствуется, это передается и через экран, и зрителям, которые на арене сидят, и, конечно же, судьям в том числе. Они тоже люди, и на них это тоже влияет на оценки. Ну, видимо, судьи под глубоким впечатлением, потому что никак не могут выставить свои оценки. И вроде бы не очень понятно даже, что там такое они делают, потому что... Долгое время высматривали вот недокруты, ребра. Постепенно они вот появлялись на тройных луцах, 2 ребра. Недокрут на тулупе тоже был найден. За произвольную программу набирает 98,42. И его результат второй по произвольной программе, но он остается впереди своих конкурентов. Позицию свою в турнире сохраняет. Участник занимает первое место. Для исполнения Казанский спортсмен Искандер Амиров с произвольной программой под музыку из бессмертных фильмов Чарли Чаплина.
Искандер Амиров под аплодисменты местной публики. Казанский спортсмен завершает свою программу на музыку Чарли Чаплина. Искандер Амиров. Вот я не очень понял его реакцию по завершении, что он вообще понимает, что происходит или нет. Ну, мы видим, что очень доволен спортсмен своим прокатом, и мы его тоже поздравляем с этим хорошим прокатом. Очень его поддерживают и зрители на трибуне. Просто дело в том, что Искандер выступил хорошо, намного лучше, чем он выступил в Магнитогорске, где он 2 раза упал с 2 разных прыжковых элементов. Здесь же он все выполнил абсолютно чисто, да, ну, без падений, за исключением вот каких-то мелких помарочек, о которых мы сейчас посмотрим. Даже таких видимых помарок не было, но техническая бригада очень строго оценивает ребра на прыжках, и вот уже 3-й спортсмен, который 3-й из 4, у которого неверное ребро на луце стоит, на стартовом тройном луце, а затем все остальные элементы в плюсовой зоне находятся, везде положительно оценили его элементы, и каскад, тройной флип, тройной тулуп, затем был сальхов, двойной аксель во второй половине, вот комбинация, тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп, каскад, тройной ридбергер, двойной тулуп и сольный тройной ридбергер, все вращения на 4-й уровень. То есть вот в этом прокате прям справился на все 100%. Здесь уже как будто дальше можно добавлять и добавлять. Элементы ультра-си сюда можно добавлять и нужно. За произвольную программу набирает 119,6. И он набирает сильно больше баллов, чем было у него в Магнитогорске. Там у него общая сумма была 167, здесь 179, сразу 12 баллов. Справедливо прибавил к своему результату. Латчина
Искандер Амиров порадовал местную публику, порадовал себя, порадовал своих тренеров Ольгу Арбузову, Алину Алексееву. А следующий участник Лев Бабык, который представляет Нижегородскую область, в своем протоколе указал первым прыжком четверной сальхов. Ждем с нетерпением. Под пение Алессандро Сафина. Lost in the shadows, feeling so small, but I've got a fire, won't let myself fall. Every hit taken, every scar earned, lessons in pain from which I've learned. When the world says I'm done, I'm just on in my run. Through the darkest of nights, I will find. You won't get me down. You won't get me down. I get back on track with the peaceful inside. I always come back around. I'll never back down. No, I'll never back down. I'm forced to be whole anyway to and fall. When worlds converge and dreams ignite, there are millions to witness the champion arise. With every challenge, we push with all our might, for we have only one goal, the ultimate prize. When hope seems so far, I'll reach for the stars. In the heart of the storm, I am reborn. I am reborn. You won't get me down. You won't get me down. I get back on track with a peaceful attack. I always come back around. I'll never back down. No, I'll never back down. Forced to be whole anyway to and fall. I always come back around. Battle, battle, taking the right, make it, break it, hate our shine. You won't get me down. No, I'll never back down. You won't get me down. You won't get me down. I get back on track with a peaceful attack. I always come back around. I'll never back down. No, I'll never back down. Forced to be whole anyway to and fall. I always come back around. You won't get me down. You won't get me down. I get back on track with a peaceful attack. I always come back around. I'll never back down. No, I'll never back down. Лев Бабык из Нижегородской области. Молодец, рискнул. Пошел на самый главный элемент в своей программе по количеству баллов на четверной сальхов. Жалко, что не случился этот элемент, но в этом риске и заключается вот эта спортивная составляющая фигурного катания. В отличие от легкой атлетики, нет 3 попыток у вас. Есть только одна, и это, конечно, катастрофа. Да, Лев первый спортсмен, который пошел на четверной прыжок. К сожалению, не удалось чисто исполнить этот элемент, но попытка была. Вот сейчас давайте пересмотрим ее. Недокрут в полоборот. Видим прямо, что лезвие на передний ход приземлилось.
Соответственно, дальше последовало падение с этого прыжка. Но нужно отрабатывать, выступать, вставлять это в свои программы, потому что только так можно этот элемент стабилизировать. Затем с тройными прыжками уже каких-то серьезных проблем не было, грубых ошибок не допускал Лев. Есть неточности, недокрут, например, на тройном тулупе в каскаде из тройного флипа, тройного тулупа. Тройной луц точно так же, как и предыдущим спортсменам, ставят ребро и недокрут. Ребро находят практически у всех спортсменов, причем неверное ребро на луце и неясное ребро на флипе, что редкость, когда на двух прыжках разных подмечают неточности. Ну так по мелочам, конечно, он много потеряет на недокрутиках, на ребрах. То есть это то, что нужно подчищать, дорабатывать, чтобы качество исполнения элементов было на высшем уровне, чтобы точно не придирались судьи Да. и техническая бригада. И на хорошей базе можно будет и больше в своем катании к зрителям обращаться. Такая насыщенная драматическая программа, очень звучащий этот голос певца, заглушающий все на стадионе. И такой посыл, конечно, сложно поддерживать, да, эмоционально. Ничего, сможет, все сможет спортсмен, если будет упорным в достижении цели. Лев Бабык за Лев произвольную программу получает 113,50 второй результат по произвольной программе. За две программы На данный момент уступает Искандеру Амирову, балла. который был очень чист в своем катании. Второе место. Вот Амиров уже улучшил немножко свой результат. А впереди еще выступление в этой группе у Владислава Скворцова, которого настраивает на катание Алима Гершкович. Катается он под саундтрек из кинофильма «Дюна», получившего «Оскар» за работу Ганса Циммера, который целый месяц потратил на одно только создание необычных космических звуков, с которыми бы он мог этот саундтрек создать. Поэтому прислушайтесь и к музыке тоже.
Владислав Скворцов завершает эту группу участников в произвольном катании у юношей. Надо сказать, что вот мы обсуждали в соревнованиях у девушек, что можно иногда выбирать четверные для своих программ или не выбирать, в какую-то тактику преследовать. Но вот у Владислава, конечно, никакой другой тактики здесь быть не могло. Ему нужно идти на рекорд, сражаться, пытаться делать этот прыжок. Наверное, он у него получается, если в программе у него заложено четверной сальхов плюс 2 двойных акселя, как написано в протоколе. Но вот сегодня что пошло не как раз так? можем посмотреть. Вот сейчас повтор. На самом деле неплохо вылетел он в этот прыжок, но как будто чуть-чуть высоты не хватило, и, может быть, подтянуться вот побольше в воздухе. В итоге недокрут в полоборота и, как следствие, падение с этого прыжка. Дальше были тройные прыжки, которые не вызвали никаких вопросов у Владислава. И во второй половине программы 3 каскада он исполнял. Сейчас мы видим как раз тройной луц, тройной тулуп. После тройного луца была ошибка, но при этом все равно постарался он добавить туда тройной тулуп. Ридбрикер тулуп тоже с ошибкой, касание рукой после ридбрикера. И комбинация луц двойной аксель тоже выполнена с ошибкой. Так что получается, что все самые сложные, самые дорогие прыжки в этой программе были выполнены с ошибками. После тройного луца он еще и ногой коснулся, поэтому вот сейчас тулуп ему не засчитывают. Поэтому есть ощущение, что чистейшее катание Искандера Амирова было лучшим в этой группе участников, и, скорее всего, он приподнимется еще выше. Но нужно идти на риск, пробовать эти четверные прыжки, потому что все-таки уж в мужском катании так точно без четверных прыжков никуда. И только через ошибки можно добиться чистого исполнения и усложнения своих программ. Интересная в недавнем прошлом спортсменка Алима Гершкович. Еще помню, как она каталась. Сейчас вот нашла себя в тренерской работе и воспитанников своих тренирует на катке конек Чайковской. Пусть все получается, и количество учеников и качество всегда будет идти в рост, чтобы прославлять и наше катание, и школу Елены Анатольевны, выдающегося нашего величайшего тренера, положившая начало такому количеству карьер и тренерских, и спортивных. Наверное, не перечесть, какое количество тренеров сейчас у бортика стоит, которые тренировались у Чайковской. Огромное наверняка количество. И в одиночном катании, и в танцах. Да, он третий по произвольной программе и третий же в общем протоколе, отставая от Льва Бабыка на 1 балл. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Тимофей Бочков, Москва, Илья Неретин, Санкт-Петербург, Алексей Ефременко, Москва, Михаил Клепацкий, Санкт-Петербург, Александр Чмиль, Санкт-Петербург, Илья Мальков, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа участников на льду. Разминаются ребята перед своей произвольной программой. Первая группа откаталась
достаточно продуктивный в борьбе, но выделить стоит Искандера Амирова, занимающего первое место после выступления 6 спортсменов. Он заслужил, был чист и порадовал местную публику своим катанием. Казанский спортсмен. Далее на льду 14-летний Тимофей Бочков. Катается он в школе «Серебряные акулы». Был такой каток «Серебряный» на улице Глаголева. Прекрасно его знаю, потому что жил в соседнем доме. Помню, как в свое время там и Ягудин с Тарасовым какое-то время тренировались именно на катке «Серебряные». Теперь «Серебряные акулы». Не просто так. Кататься он будет под программу «Танец рыцарей». Ну и без четверных его заявка. Тренер Наталья Балуева. Вторым пойдет в произвольной программе Илья Неретин. Это, в свою очередь, ученик Евгения Рукавицына и Романа Усатова, хореограф Ольга Глинка из Санкт-Петербурга. В Магнитогорске был 6-м с результатом 204 балла. Ну, у него такой довольно-таки высокий даже был результат в Магнитогорске. Здесь он с таким, думаю, тоже не ниже 6 окажется. То, что он здесь во второй группе участников, а не в третьей, это такая для него все-таки неожиданная неудача. У него есть набор из многих четверных прыжков. Какие он собирается прыгать, Ань, в произвольной программе? Да, серьезный очень набор у Ильи в произвольной программе. Он собирается пойти на 3 четверных прыжка, причем 3 разных четверных прыжка: тулуп, ридбергер и сальхов. Если это ему удастся, то это, конечно, очень серьезная заявка. Причем все каскады у него отнесены на вторую часть программы, а сначала так вот отстреляться именно элементами ультра-си. Ну что, план хороший, по идее, да? Да, пожелаем, чтобы он исполнился. Вслед за ним будет кататься Алексей Ефременко, ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова. У него без четверных программа составлена, но, тем не менее, при должной частоте это может быть очень весомое выступление. Михаил Клепацкий. Еще один спортсмен из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. В Магнитогорске был 9-м. Помним его по произвольной программе «Дон Жуан». Вот тренеры Юлия Кулебанова, Марианна Кривенко. Еще один спортсмен, выполняющий четверной сальхов, это Александр Чмиль. Сейчас вот упал на разминке. Да, была попытка исполнить, но пока что неудачно. В Москве 10-м он был. Собирается пойти на четверной сальхов и 2 тройных акселя. Тоже довольно серьезная заявка. И в короткой программе он прекрасно тройной аксель сделал. Тамара Николаевна там наставления серьезные дает. В Москве с четверного сальхова Александр упал. Затем даже попытался еще сделать. Сделал тройной. Неудачно. До окончания разминки осталась 1 минута. Думаем, будет пытаться и здесь, несмотря на то, что разминка сложно идет. Ну, что ж поделать.
Илья Мальков будет закрывать эту группу участников. Также тренируется казанский спортсмен у Людмилы Гафаровой. У него прям полный набор. Тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов. Ну как полный. Для того, чтобы блеснуть элементами высочайшего уровня сложности. Когда он стал серебряным призером первенства России среди юниоров, то исполнил в произвольной программе 3 четверных сальхов и 2 тулупа. Так что подтверждено, что делать он их умеет. Вопрос только в данном конкретном старте. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Тимофей Бочков, Москва. Под музыку Сергея Прокофьева в исполнении Дэвида Гаррета, немецкого скрипача мирового уровня, будет кататься Тимофей.
Докручивай, докручивай. Иногда мы замечаем на соревнованиях, что лучше все-таки докрутить до определенного уровня вращения и пусть даже бальчик потерять, но больше за перехрон, но зато получить больше баллов за то, что сделал 4-й уровень вращения. Правда, я не уверен, что здесь уже шла борьба за 4-й уровень. Это мы сейчас посмотрим. Монтеки Капулетти Прокофьева в современной аранжировке. Прекрасная тема для энергичного молодежного катания. Тимофей сегодня определенно молодец, справился со своей произвольной программой. Да, не безошибочно, но очень хорошо и очень достойно. Очень он так бойко, резво ехал свою произвольную программу и хореографию доделывал, старался прям все движения поставленные четко выполнить. И по прыжкам тоже практически без грубых ошибок обошелся. Из недочетов неясное ребро на Луце, что на первом, что на втором. И недокруты на... Вот сейчас как раз на каскаде тройной луц, тройной тулуп ставят и на Луце недокрут, и на тулупе недокрут. Затем комбинация тройной флип, двойной аксель, двойной ридбергер. И здесь без вопросов справился. Даже именно ридбергер прыгнул, не тулуп, что чуть-чуть побольше баллов принесет. И вот здесь вот ошибочка, которую видно визуально после тройного ридбергера. Очень нечеткий был выезд с перепрыжкой, но добавил таки каскад, который там был запланирован, двойной тулуп. Вращение доделал, довращал, несмотря на то, что музыка закончилась. Третий уровень вращения получил на заключительном. И он Общий результат за 2 программы составляет лидирует на данный момент. Обошел Скандера Амирова. Ну, как обошел, скажем так, не уступил ему то преимущество, которое у него было после короткой программы. И сейчас возглавляет список спортсменов. А на льду Илья Неретин. Как мы уже говорили, 3 четверных прыжка стоят у него в программе с самого начала в протоколе. И действительно, он их обычно исполняет на турнирах. Единственное, что вот на турнире в Магнитогорске 2 из этих 3 прыжков он завалил, упал. Сейчас пожелаем ему удачи, гладкого льда под музыку Антонио Вивальди.
Илья Неретин от старта к старту. Процесс меняется, Илья улучшается. Пока еще не все, да, но 2 четверных в начале были шикарными. Не знаю, что там судьи найдут какой-нибудь недокрут или нет. Но выглядело совершенно великолепно. Да, получилось не все, но многое, очень и очень многое. Сразу мы говорили, что очень серьезная заявка у Ильи на произвольную программу. 3 четверных прыжка, 3 различных четверных прыжка. И с большей частью этой задачи, скажем так, он справился. Давайте сейчас посмотрим повтор. Четверной тулуп, стартовый, прекрасно исполненный на огромной скорости. Докручено, уверенно. Затем был четверной ридбергер. Чуть-чуть корпус был спереди и небольшой недокрут в четвертиборота. Отмечают также и техническая бригада. А вот Сальхов уже, конечно, по нисходящей пошел. И недокрут, и падение. Но, тем не менее, пошел на эти 3 прыжка четверных. И если это от старта к старту выполнять, то к главным турнирам, думаю, это будет очень серьезная уже заявка, чтобы бороться за высокие позиции. Дальше во второй половине программы прекрасно исполнил все 3 каскада. 2 каскада одинаковых, тройной луц, тройной тулуп исполнил. Затем комбинацию тройной ридбергер и 2 двойных акселя. Очень уверенно. Все во второй половине на умножение. Дополнительные 10% от стоимости добавит он к этим прыжкам. Вращение 1-го и 3-го уровня, остальные 2 вращения на 4-й уровень выполнены. Тоже очень достойно. И сейчас, я думаю, соответствующие очень высокие, достойные баллы будут за этот прокат. Вот в короткой программе обидно это было падение с акселя тройного, а в произвольной он не делает тройных акселей. То есть, думаешь, у него не очень хорошо с этим элементом или просто зачем он здесь сдался? Возможно, это не самый его любимый прыжок, а, возможно, просто 3 четверных прыжка уже отнимают столько сил, что на данный момент решили без тройного акселя, а четверные прыжки все-таки дороже, чем аксель. Ну вот сейчас в другую лигу нас переносит Илья Неретин своими баллами, потому что и в произвольной программе он на 23 балла набрал больше, чем ближайший преследователь. То есть понятно, что во второй разминке, наверное, Неретину и нечего было делать. Ну и 30, почти 25 баллов он набирает в общей сложности больше, чем Тимофей Бочков. Пока лидирует. Ученик Виктории Буцаевой Алексей Ефременко из Москвы будет кататься под музыку из такой саундтрек под названием «Исход. Цари и боги».
Алексей Отличное Ефременко. катание. Молодчина. Да, это катание без четверных, но это была ставка на чистое катание. И это было здорово. Хорошие ученики у Буцаева и Власова. Очень хороший прокат от Алексея. И помимо чистого исполнения прыжков, и здесь как раз мы видели и образ, и программу. И с прыжками он тоже справился. Тройной луц, двойной тулуп, стартовый каскад. Не заявляет он элементов ультраси, но уверена, конечно, что на тренировках работа над этим ведется, и что все впереди, все еще будет. А Ну, пока причем что- он так и был заявлен. Тройной луз, двойной тулуп. Да, Не да, то, что он там не было заявлено. не сделал. Да, Всё элементов как ультраси. написано, Все так как и и заявил, сделал. так и сделал, да. Потом он еще прыгнул тройной луц, тройной тулуп во второй части. Да, самые сложные каскады во второй половине на умножение, луц-тулуп 3-3 и комбинация тройной ридбергер, двойной аксель, двойной тулуп и сольный тройной ридбергер. Это прыжки, которые выполнены во второй половине программы. При этом все вращения исполнил на 4-й уровень. И хореографию вот вновь отметим, что доделывал. И вообще катание очень такое легкое было. То есть не было видно, что он прям сражался, боролся в этой программе, терпел. Нет, он довольно легко ее катал. А для этого нужно много часов тренировок провести, чтобы вот добиться этой самой легкости. Можно дальше развивать свои навыки и выходить на какой-то новый уровень. Безусловно, Если добавлять хочется к взрослым попасть прыжки. в соревнования, да? Да. Добавлять четверные, тройной аксель. Без этого никуда. Ну, набирал он на соревнованиях больше 200 баллов по сумме двух программ. Поэтому сейчас ждем, на какой позиции он может оказаться. Учитывая то, что Неретин катался, может быть, и не так чисто, но помощнее набор элементов у него был. Вы не грустите, ребята. На комментатор... Ой, в Кисенкрай. В Кисенкрай, да. Все будет хорошо. Второй результат по произвольной программе. Не добрал до 200, совсем немножечко. И вперед Илью Неретина пропустил, но мы предполагали, что Илья с таким прокатом, видимо, приподнимется чуть-чуть повыше, до десятки. Михаил Клепацкий, второй спортсмен из Академии фигурного катания, ученик Кулебановой и Кривенко. Музыка из Дон Жуана, мюзикл такой. Il a souvent les yeux d'un ange, il a le cœur noir du démon. Mais il a de façon étrange cette force de séduction. Cette assurance qui dérange, cette envie qui ne veut pas mourir. Que tout doit lui appartenir. Femmes, c'est plus beau que les étés, sur les plages ensoleillées. Pourquoi ne pas l'avouer? C'est plus beau que les hivers, quand la neige blanchit la terre. Les femmes, c'est les couleurs de l'automne, quand les papillons s'envolent. À l'heure où l'amour se donne, c'est les parfums du printemps, quand renaissent les sentiments. Yo quiero vivir solamente
plus belle des couleurs. C'est le rouge quand elles ont peur, c'est le blanc quand elles se donnent, le rose quand elles nous pardonnent de n'être seulement que des hommes. C'est si facile de faire le bien, pourquoi le mal? N'auras-tu donc aucun chemin, aucun idéal? N'auras-tu jamais un peu de morale? Moi, je vois le bien partout. Moi, j'aime les gens debout. Toi, tu ne comprends jamais rien. Le seul plaisir qui reste, c'est les femmes et le vin. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Les jeux du bal, les jeux du vice, ça m'est égal s'ils ne m'emmènent pas au ciel. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Je ne serai jamais complice de ceux qui veulent m'emmener vers le ciel. Les fleurs du mal. Михаил Клепацкий. Ну, что-то тяжело Михаилу удался этот Михаил прокат. Прям Клепацкий. вплоть до того, что, не знаю, там зрители обратили внимание, нет, мы не можем не отметить, что прямо останавливался во время совершения элементов, включая вращение, да, там, мог выехать из-за Ридбергера и задуматься, а прыгать ли ему дальше что-нибудь. Михаил, что происходит? Что такого в жизни не так идет, что так вот сегодня не выступается совсем? Да, честно признаюсь, в какой-то момент даже было ощущение, что прям совсем остановится и прекратит выступать даже. Да, в я этой даже подумал, что, произвольной может, знаешь, там программе. что-нибудь Мы случилось, не тоже, знаю, да, с вначале коньком, первые еще с мысли, что, может чем-нибудь. быть, действительно что-то беспокоило его в этом прокате, потому что как будто бы мыслями и головой он совершенно не на льду был. Программа сама собой каталась, а он как будто где-то в облаках немножко витал, может, что-то его действительно беспокоило или отвлекло, потому что неплохо начал первую половину по прыжкам. Исполнил двойной аксель, тройной лутс, тройной флип. Вот двойной сальхов уже подвел. Дальше во второй половине каскад, тройной лутс, тройной тулуп. Справился. Комбинация, тройной флип, двойной аксель. То есть, в принципе, по прыжкам не так плохо все. Но вот тут он прям, конечно, долго думал. Да, это После тройного Ридбергера прям очень сильная пауза была. Думал, добавлять ли ему двойной тулуп, который в заявке есть. В итоге не стал добавлять после долгих размышлений. Может быть, он как раз думал, что у него будет повтор этого тулупа, если у него уже был в каскаде тройной тулуп и двойной тулуп, может быть. Но, Нет, я думаю, просто не это самый же- удачный выезд. И плюс последний прыжок в программе, уже сил не так Михаил много, Клепацкий наверное. за произвольную программу Думал, набирает стоит ли оно того? 125,9. Ну да, тем Стоит более, ли оно что этих это- усилий? Да, был бы не Общий повтор. результат за Это две просто программы составляет не хватило сил. 196,8 Любопытно, но тем не менее, третий результат за произвольную он получает, да, даже Бочкова обгоняет, а по сумме двух программ даже Алексея Ефременко не пропустил вперед. И пока второй за Неретиным, но отрыв там серьезный, поэтому Неретин пока что повыше остальных ребят. Александр Чмиль на ваших экранах. Катается он под пение Димаша. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs?
Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai sur terre, je très doucement, je serai de ma chaude évolue de la Je toujours confondais la vie avec de bande dessinée. Quand nous avons fini, tu me t'approches. Je sens quelque chose qui m'attire. Oh yeah. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'ai pas peur, elle est folle, elle est mon roman. Празднует таким жестом свое катание Александр Чмиль. Есть Александр четверной Чмиль. Сальхов, да, со сложным выездом. Все-таки не самым красивым и прокатным, но, тем не менее, для себя он сделал шажок вперед. А это всегда важно для спортсмена. Знаете, что-то такое Тамара Николаевна ему там у бортика сказала, чтобы он не сделаешь, не возвращайся. С иронией всегда. послушать. Тамара Николаевна, да, что-то помогло. Что-то, да, что-то помогло, потому что Сальхов на предыдущих стартах не получался, а вот сегодня как раз давайте посмотрим замедленный повтор этого прыжка. Да, недокрут прям видно, в четверть приземлился, но вытащил он этот выезд, устоял на одной ноге, затем 2 тройных акселя исполнил. Первый аксель такой тяжелый был, недокрут в четверть оборота находят на нем, а второй аксель уже прям уверенно исполнил. Переформатировали свою программу по сравнению с предыдущим турниром. Поставили 2 акселя вместо еще одного четверного. Да, и думаю, что это луцкого правильное лупа. решение, потому что Сальхов пока еще видно, что недоработан немного, а тройной аксель он и в короткой очень уверенно исполнял. И вот в произвольные 2 акселя сделал. В короткой проблема уже второй этап во второй половине.
была, поэтому ждали, как же тут вторая половина пройдет. Но вот здесь вот единственная такая помарка с акселя двойного нечистый выезд, и потом двойной тулуп прицепил уже так в 2 ноги, потерялся немного в этом каскаде, но тем не менее достойно. И вторую половину откатал каскад, тройной луз, тройной тулуп сделал. Хороший прокат, рабочий. Есть что усовершенствовать, конечно, над недокрутами, в частности, поработать, но в целом... И скромно Тамара Николаевна удалилась. Оставила Веронику Анатольевну Дайнека, тренера Александра, здесь, в Кисенкрай. Все проконтролировала. Ну, все это происходит, все тренировки Александра и еще огромной группы спортсменов и парников, и одиночников вот в школе Тамары Москвиной, которая теперь таким отдельной организацией функционирует в Санкт-Петербурге. Это очень приятно, и огромная работа ведется. Александр получает второй результат по произвольной, все-таки не догоняя Неретина на 6 баллов, и уступает ему всего лишь 3 балла по сумме 2 программ. Так что Илья прям уже позиции на 4-5 возвысился благодаря своему произвольному катанию. А на льду Илья Мальков. Да, поддержка группы казанских болельщиц отправляется к этому молодому человеку, у которого тоже заявлены четверные. Такая электронная и одновременно оркестровая драматическая музыка его произвольной.
Что же это было? Илья Мальков, спортсмен, который, как мы даже вот видим по тому, как он исполняет четверные прыжки, что они у него есть. И такой, ну, не побоюсь этого слова, раскардаш был в том, что сегодня в программе. Ну, вот начиная из первого акселя, и потом даже в тех прыжках, где он уже, казалось бы, все сделал, он умудрился, тем не менее, записать себе падение. Я уже не говорю про падение вообще посреди программы ни с того ни с сего в хореографических элементах. Как же так, Илья? Что происходит внутри? Да, четверные есть, и причем не просто есть, а очень хороший. Тулуп, он прям так взмывает воздух. Но давайте, да, вернемся к ошибкам. Сразу начал с одинарного акселя, бабочка вместо тройного акселя. Затем исполнил прекрасный четверной тулуп. Очень четко и чисто, на огромной высоте. Дальше вот Сальхов не удался. Тоже мы видим, высота огромная у прыжка. Но вот сегодня действительно какая-то раскоординация была у Ильи. Это было видно и по прыжкам вот в первой половине, 2 срыва. И затем вот сейчас мы увидим просто вот на ровном месте потерял равновесие, в бортик въехал. Прям хотелось его поддержать в этот момент. Дальше причем собрался, четверной уже сделал, выехал, и оп, снова неожиданно это падение. Немного не в ногах он был, как-то терялся на льду. И дальше это тоже было видно и в других элементах, что он прям так ищет себя. Может быть, очень хотел, опять же, вот хорошо выступить Волнение через тоже, своей да. аудитории. Потом, может быть, хотел все-таки залезть в разминку, ну, в число 6-5 лучших. У Да, него а его была набор возможность прыжков, да, его это набор сделать. прыжков позволяет ему занимать очень высокие места. Ну вот сегодня, к сожалению, не сошлось, не случилось. Но такие неудачи бывают. Думаю, надо над настроем на прокат немного поработать, поувереннее идти в эти прыжки, потому что они у него есть. Есть довольно уверенные четверные, так что при чистом исполнении, конечно, это будет уже серьезная заявка. Ну, а получается так, что Илья Мальков как раз всех участников второй группы пропустил вперед, занял сейчас 7-е место по произвольному катанию, а по итогам 2 программ на 5-м месте, но это уже статистика, это уже не так важно. Важно, конечно, что спортсмен техничный и интересный, но пока сегодняшний прокат пошел не в плюс. Будет другой, безусловно. Очень ждем его другого яркого выступления. А впереди у нас группа участников сильнейших спортсменов после заливки льда.
Уважаемые дамы и господа, соревнования продолжаются, и на лед приглашаются участники третьей разминки. На разминке находятся Кирилл Андреянов, Санкт-Петербург, Марк Лукин, Москва, Роман Хамзин, Санкт-Петербург, Макар Солодников, Пермский край, Эдуард Карартынян, Москва, Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga. Последняя разминка на льду — это Гран-при России среди юниоров. 4-й этап, проходящий в Казани. И в произвольной программе юноши сегодня нам дадут финальный бой этого юниорского турнира. Впереди после 2 групп с отличным катанием Илья Неретин. Очень близко к нему расположился Александр Чмиль. Эти ребята из Санкт-Петербурга лучше других выполнили свои произвольные программы, а потому приподнялись после короткой. А впереди еще 6 спортсменов, я имею в виду впереди их выступления, но они и в короткой программе были выше. Это прежде всего Кирилл Андреянов, еще один ученик Вероники Дайнеко на ваших экранах и Александры Панфиловой, работающих на катке школы Тамары Николаевны Москвиной. Называется программа Кирилла «Я дракон». Марк Лукин — это еще один ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова, 18-летний спортсмен. Он исполнит 2 четверных прыжка, судя по протоколу, в своей произвольной программе на музыку Филиппа Гласса «Метаморфозис», которая уже сегодня звучала на этом льду. Роман Хамзин, как мы уже вчера подмечали, с Анной Щербаковой вытянувшийся, такой элегантный стал молодой человек. Расскажу вам маленький эпизод, которым поделилась вчера Анна. Роман постоянно фотографировался с Анной, как со звездой фигурного катания. И есть целая подборка в сети фотографий, где Анна одного вида и роста на протяжении долгого времени, а Рома рядом с ней все выше, выше, выше. И на последней фотографии обогнал ее по росту. Таким уже стал высоким и статным. Его тренеры, вы обратили внимание, Алексей Николаевич Мишин и Егор Челышкин, который занимается ОФП, физической подготовкой спортсменов школы Мишина. Вслед за Романом будет кататься Макар Солодников. Еще 2 четверных в списке. Макар также тренируется у Екатерины Патлсовой и Алексея Гловацких, которые работают в Перми на льду «Орленка». Наша звездочка Эдуард Карартынян, который зажег в короткой, благодаря чему получил 2-е место в итоговом протоколе короткой программы. Как тебе по техническому набору в вчерашнее катание Эдуарда? Технически тоже, да, очень сильное выступление. И Эдуард владеет и четверными прыжками. Сейчас пойдет на четверной луп, самый сложный четверной прыжок. Но вообще в его арсенале есть также и другие четверные прыжки. Насколько я помню,
тулуп четверной он тоже исполняет, так что технически тоже очень сильный спортсмен и с артистической точки зрения компонентный очень. Поэтому если он чисто справляется со своими программами технически, то это, конечно, всегда очень сильные выступления, которые не оставляют равнодушными зрителей. Ну, как сейчас Ильяс мощно исполнил четверной прыжок, четверной тулуп. Да, тулуп и сальхов четверные заявлены у казанского спортсмена Ильяса Халиуллина. Много казанских спортсменов на этом турнире. Прям и не в такой ситуации, когда, знаешь, ну, проводим в Казани, пусть казанские тоже покатаются. Нет, Ильяс Халиуллин здесь лидер после короткой программы. Будет кататься последним, и мы желаем этому стадиону, этим трибунам, и Ильясу, и его тренерскому штабу в составе Ольги Арбузовой и Алины Алексеевой хорошего выступления во всех отношениях, чтобы этот праздник казанского спорта был максимально полноценным. Вот так вот. Настраивают свои элементы ультраси мальчики. Выступление Кирилла Андреянова, который будет первым, конечно, тоже очень ждем. Он нам очень запомнился на московском этапе. Очень яркие у него программы, яркие образы. Очень такой хореографичный. И очень много трюков он исполняет в своей программе. Очень насыщенная у него произвольная. Хочется, чтобы такие выдающиеся артистические качества этого спортсмена вот, всегда были подтверждены прыжками, потому что, ну, бывает так, что чрезвычайно яркие ребята, а прыжков нет, и так и остается карьера не в том развитии, в котором хотелось бы, чтобы она была. Поэтому пусть будут прыжки, да, он не исполняет четверных, по крайней мере, в этот момент в этой программе, но и с тройным акселем в начале, и с хорошими каскадами эта программа может принести ему хорошие баллы. Успеха!
Кирилл Андреянов в расстроенных чувствах. Хотелось, чтобы было лучше. Выкладывался, Кирилл старался, Андреянов. был эмоциональным, подкованным, хореографически и так далее. Ну, и многое получилось, но просто мы не можем не отметить, что когда мы видели Кирилла на предыдущем этапе в Москве, то это было совершенно другое впечатление. Может быть, потому что мы сидели у бортика, и нам по-другому это смотрелось. Но Да, возможно, вживую нас больше пробили его постановки, но здесь, безусловно, все так же очень крутые программы у Кирилла, и он очень артистичный, очень компонентный фигурист. Это его сильная сторона, но здесь и с прыжками тоже старался, боролся, вот вытянул тройной аксель, который на 6-минутной разминке не удался, очень неудачно он с него упал, а здесь поборолся, выстоял, а дальше вот, к сожалению, тройной луц, тройной тулуп, каскад подвел, падение, полоборота недокрут. Дальше по прыжкам уже справился, грубых ошибок не допускал. Но программа действительно в Москве как-то ярче прозвучала. Здесь немножко показалось, что и в короткой, в произвольной чуть более скован он был, и чуть больше концентрацию на исполнении прыжковых элементов как будто бы направлял. Но программа все еще остается очень яркой, очень много хореографических находок, очень классная у него дорожка хореографическая. Очень впервые, много кстати, за сегодняшний день мы отмечаем дорожку. Да, Так да, вот, в основном зацепиться глазу было не за что до До этого этого, да. момента. А здесь очень много, да, было интересных находок, перепрыжек, подпрыжек, проездов, слайдов разных. И все это очень органично смотрелось в этой программе. Надо сказать, что и в Москве он тоже падал, у него было падение с тройного акселя, но тогда вот как будто не сказалось это на настроении. Здесь сказалось чуть больше, хотя он, конечно, все равно большой молодец. Видишь, там аксель не получился, здесь луц, Каскад тулуп. подвел. Да. Нужна стабильность, получше справляться с технической стороной катания, и я думаю, способности этого спортсмена позволят ему прям любых соперников побеждать и залы качать буквально эмоциями. Ну а пока сколько можно набрать баллов в произвольной программе? Да, это на 14 баллов меньше, чем у Ильи Неретина. И Илья продолжает подниматься потихонечку в турнирной таблице. На данный момент участник занимает 3-е место. Кирилл на 3-м месте, Для уступив исполнения Илье и произвольной Александру. программы приглашается Марк Лукин. Москва. Марк Лукин на льду. Спортсмен Виктории Буцаевой, Евгения Власова. И звучит музыка Филиппа Гласса «Метаморфозис Ту». Сальхов и тулуп четверные ожидаем в начале программы.
Марк Лукин. Отличное, мощное, насыщенное катание. Конечно, всегда ждет тебя какая-то неудача в тот момент, когда ты уже ничего сам не ожидаешь от этого. И они всегда сюрпризные, но по насыщенности, по взрослости этого катания Марк просто сегодня просто молодец. Ну и он, если даже и расстроился, только из-за того, что можно было еще лучше и по баллам, по всему подсобрать из-за этого акселя несчастного. Очень достойный прокат. Вот Марка Лукина. Первая половина так вообще шикарно. Давайте сейчас вновь посмотрим на эти прыжки, потому что смотреть на прыжки Марка — это вот такое эстетическое наслаждение. Они очень техничные. Посмотрите, какой красивый четверной сальхов. У него положение в воздухе очень правильное, очень хорошая крутка, высота прыжка. Четверной тулуп тоже сделано. Затем тройной аксель. Чуть-чуть он просел на выезде. Вот мы видим, но удержался, не так круто ходит на этом тройном акселе, но тем не менее удержался, сделал, каскад добавил, тройной сальхов. Да, причем сделал. именно добавил, потому что он изначально у него не стоял. Да, Он решил заявки сейчас с это ним сольные. разобраться, чтобы потом с акселем спокойненько завершить программу. Во второй половине уже появилось ощущение, что силы постепенно начинают покидать Марка, и я думаю, как следствие случилась бабочка на попытке второго тройного акселя, сделал он лишь одинарный, а дальше шли два каскада во второй половине, тройной ус, тройной тулуп и комбинация тройной ридбергер и два двойных акселя. Он это все сделал, но уже было видно, что да, вот прямо из последнего он так боролся за эти прыжки, но главное, что переборол и сделал. Причем на первом этапе в Москве он не смог сделать чисто четверной сальхов, у него там были большие минусы, а здесь у него 2 балла плюс и 2 балла плюс за четверной тулуп. То есть прокат намного лучше, чем тогда получился. Он получает за произвольную программу 145 баллов и в сумме 222 балла позволяют ему лидировать теперь с преимуществом над Ильей Неретиным в 11 баллов. Ну, кто-то должен был рано или поздно Илью обогнать. Все-таки отставание по короткой программе у него было довольно большое. А на льду Роман Хамзин, ученик Алексея Николаевича Мишина, Татьяны Николаевны Мишиной, Софьи Самодуровой. Под музыку «Гладиатора» он катается.
Красиво, красиво катаются в школе Алексея Николаевича Мишина. Мощно и убедительно. Молодец, Роман Хамзин. Очень такая все более и более взрослое катание. Не просто было, насколько я знаю, в начале этого сезона, потому что Роман возвращался в том числе после травмы, но, видите, во всеоружии находится. И вправду очень сильное выступление, очень убедительное выступление и с точки зрения технической составляющей, и с точки зрения образа, хореографии. Старался он в этой программе не оставлять пустых мест. Видим мы тройной аксель, прыжок, с которого он начал свою произвольную программу. Затем исполнил каскад, четверной тулуп, тройной тулуп. Очень хорошо исполнил, очень уверенно. Чуть-чуть бы, вот, наверное, выезд подлиннее. Вообще было бы супер. Второй четверной уже не такой уверенный, но, тем не менее, сделан. Недокрут четвертиборота, но выехал, устоял. Во второй половине программы 2 каскада исполнил тройной луц, тройной тулуп и комбинацию тройной флип и 2 двойных акселя. И завершил все это тройным липпергером. Нельзя не отметить, что по сравнению с турниром в Магнитогорске он сделал шаг вперед, потому что там у него первый каскад 4-3 оказался недокрученным и прошел весь в минусах, а с Луци Тулуп он и вовсе упал. А здесь вот такой уже более Набирает крепкий форму, прокат. Да, и сейчас уже практически можно назвать это чистым прокатом. Думаю, что будут усложняться по ходу сезона, добавлять еще элементы ультра-си. Вот есть вопросы по вращениям. Одно вращение 4-го уровня, а 2 других 3-го и 2-го уровня. То есть где добавлять, есть над чем поработать. И вот сейчас еще вылазит неверное ребро на тройном луце. Углядели судьи, техническая бригада, да, ребро в каскаде Луц-Тулуп. И отметили его в том протоколе, который мы видим на наших мониторах. Пока идут повторы и пока не выставлены оценки, на самом деле у технической бригады и у судей очень насыщенная ведется работа. Прям там огонь. Итак, он первый по произвольной программе с преимуществом в 2 балла от Марка Лукина, и с таким же преимуществом он оказывается впереди по сумме 2 программ. Четвертым он был в Магнитогорске, но вот минимум 4-й он и здесь, но от 3 оставшихся в списке спортсменов зависит, какое место Роман займет. И, соответственно, и они, в свою очередь. Макар Солодников из Перми. Еще одна вариация на тему Моцарта и рок-оперы, посвященная этому композитору. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis seul que je fuis. Elle me dit, tu fais rater des lits, quoi qu'il advienne, on traîne ses chaînes, ses peines.
sens dans ce bal. Ton silence est un cri qui fait mal. Je devine ton visage sur les ombres. Les souvenirs sombres m'assassinent. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose pas effleurer les choses écloses sans toi. Oh ma rose, ne fane pas. Je manque de toi dans les nuits, dans la pluie, dans les rires, dans le pire de ma vie. Et rose autant que mes sanglots, la vie s'en va. Je crois à nouveau à mes rêves défunts. Je vais enfin oser la fièvre du parfum des Какой славный фигурист Макар Солодников. Сколько в нем красоты и эстетики. И как вот он может хорошо кататься и делать классные программы. Но что же сегодня-то? Буквально в шаге от пьедестала пермский спортсмен растерял все не только в там, в сложных элементах, но и в каких-то уже мелочах. Так. А главное дело, при таком старте сумасшедшем, прыжок-то первый был, я в первый раз увидел, что 3 балла надбавка у нас сегодня, да, за прыжок. Да, очень обидно на самом деле, потому что так начал на такой яркой ноте с этого четверного сальхова. Прям хочется еще раз пересмотреть этот прыжок. Какая красота, насколько красив этот четверной сальхов, как он вытянулся с руками наверх. На тулупе сразу было видно, что вылетел вот под наклоном и, соответственно, дальше падение. Но вот сальховым прям хочется восхищаться и пересматривать вновь и вновь, насколько он был круто выполнен. Тройной аксель тоже замечательно, абсолютно. И несмотря на падение с четверного тулупа, первая половина выглядела очень хорошо. Но вот во второй прям было видно, да, что все, силы покинули Макара, падение с тройного луца. Соответственно, там должен был быть каскад. Затем падение с тройного акселя, на котором тоже должен был быть каскад. Без 2 каскадов он остается. Ну и в конце комбинация с тройным луцем уже сделана, но тоже вот из последних сил. И в конце настолько уже силы покинули, что даже вращения сделаны, оба вращения лишь на 2-й уровень. И в последнем так вообще еле-еле удержался. Думаю, что физически не хватило его на сегодняшний прокат. Нужно вот как-то поработать над этим аспектом, потому что хочется все больше и больше наблюдать таких чистых прыжков от Макара, чтобы он нас не лишал такого удовольствия. Ой, это вот, конечно, самые неожиданные сейчас моменты любых соревнований. И остается 3 участника, да, но всегда стоит помнить таким спортсменам, как Роман Хамзин, Марк Лукин, Илья Неретин. Ты сделай сначала все, что ты можешь, а там дальше мы посмотрим. Да, мы только что говорили, а впереди еще 3 спортсмена. Вот сейчас Макар Солодников, к сожалению, для его тренерского штаба и для всех, кто ценит красивое катание,
и переживает за него. 8-й результат по произвольной, и он 6-й Москва. по сумме 2 программ. Пока 6-й, впереди еще 2 спортсмена. Эдуард Карартынян. Виталий Бутиков его выводит на лед. Школа Светланы Соколовской. Наши надежды. Какая это программа? Что это для нас сейчас будет хороший такой сюрприз. Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout, je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous, je trouve que ça vit, et moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri, alors vas-y je te dis tout, sur le drame que je vis, au quotidien en enfer, voilà où je suis, je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fous et partir je ne sais où, ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissant ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'ils disent comment je pars sans lui faire de tort, qui me transforme en ce que les médecins appellent fou. Et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher satisfaire. Mon bonheur a le goût d'une saveur. Alors monsieur, madame, je t'avoue, je suis malheureux. Et pourtant je vis de mon rêve demain. Mais c'est plus fort que moi, il me manque encore ça. Ça là-bas, toujours plus je suis comme ça. Alors j'espère qu'un jour je pourrai faire l'amour à une personne sincère qui ne me jouera pas le tour. J'en ai vraiment assez de donner sans retour. Je suis saoulé d'aimer moins sans l'âme sœur, c'est lourd. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de vous. Car j'écris quand je me plante et je ris quand je danse et je vis quand je chante. Et pour tout ça je te dis merci. Hey no, I'm not sorry. I don't apologize cause I'm not guilty. I'm just a victim of a candy trick. I just fell in love with that sweetie bitch. So now I'm a criminal, now I'm killing them all. I decided to love. I've stolen all the sweets today with the normal feet, just like the evil Grinch. Вот каким творчеством занимаются в школе Светланы Соколовской, где такие интересные программы ставят, необычные, с необычными акцентами, ритмами, тематикой. Под пение бельгийского певца Луик Нотета выполнял свою программу Эдуард Карартынян и начал это все с четверного луца. Но как там был четверной луц?
Да, пошел он на один четверной прыжок, с которого начал свою программу, четверной луц. Сейчас, я думаю, как раз нам покажут повтор этого прыжка. Чисто исполнить его не удалось, но очень хорошая попытка была. Давайте посмотрим. Очень большая высота у этого прыжка, но приземлился в небольшой недокрут, чуть-чуть чиркнул другой ногой, корпусом был спереди, и при этом все равно выезд постарался доделать, вытащить этот прыжок, поборолся за него. Дальше из элементов ультра-си еще 2 тройных акселя он исполнил. Тройной аксель был в первой половине программы, и во второй половине тоже исполнил тройной аксель в комбинации с 2 двойными акселями. На акселе находит недокрут, но, тем не менее, дальше он без грубых ошибок обошелся. И, в принципе, эта программа без грубых ошибок. И всегда отдельное уважение буду высказывать за вот этот каскад. Тройной луц, тройной ридбергер. Так мало кто идет на каскады с тройным ридбергером. Это очень большая редкость на соревнованиях, и тем более у мальчиков. Хотя сейчас, мне кажется, и у девочек очень редко увидишь исполнение этого каскада, а он все-таки, может быть, не столько по баллам дорогой, но вот по исполнению он в разы сложнее, чем любой другой каскад, так как на той же ноге ты исполняешь ридбергер. И те, кто идут на этот каскад, это очень храбрые, отважные люди, потому что каскад очень коварный. Коварный, но эффектный. Так буквально как будто бы слегка касаясь льда, ты снова взмываешь вверх. Это Ну и, очень конечно, эффектно. да, после прокатов Эдика хочется и программу подчеркнуть, потому что все непрыжковые выполнены на высшем уровне, 4-го уровня, все вращения. То, как он отыгрывает эту программу, это тоже всегда подмечаемо. Да, нам очень нравится его катание. Ну и не только нам. Огромное количество у него поклонников. Но вот судьи сегодня не совсем поклонники. Сколько? 1/100. 1/100 отделила его от верхней строчки. Он мог быть минимум вторым, а сейчас он получается, точнее не минимум, а гарантировать себе минимум второе место, да. А сейчас пока что гарантировал только минимум третье. И все зависит от Ильяса Халиуллина. Ну, 1/100 будет сниться. Четверные тулуп и Сальхов в начале его программы. Фигурист из Казани. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Marie. Yeah. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you.
Вот так выглядит чемпионское катание под музыку вечного и бессмертного Элвиса Пресли. Ильяс Халиуллин выполнил блестяще и в техническом плане красавчик, и в эмоциональном супер катание. Поздравляем! Пришел, увидел, победил. Вот правда, Ильяс на этом турнире блистал. И очень, ой, как радостно видеть такие эмоции, живые, настоящие. Сам вышел и заслужил своим прокатом. Он, чтобы сейчас так радоваться, какой молодец. Он уже по элементам набрал настолько больше всех своих конкурентов, что просто без шансов, да, остальных парней оставил. Давай посмотрим. Давайте пересмотрим, да, этот чемпионский прокат. И по прыжкам, как он справился, какие у него красивые тоже четверные прыжки, такие ровные, высокие, плотная группировка очень. Смотрите, как он взмывает вверх в воздух. Даже если где-то чуть-чуть конек дрогнул, он так раз вцепился в лед и не давал себе возможности хоть чуть-чуть где-то ошибиться, допустить хоть какие-то помарки. В итоге все элементы у него в плюсовой зоне. Посмотрите, тройной аксель, тройной тулуп, каскад. Исполнил 2 четверных прыжка, 2 тройных акселя. У него и набор самый сложный. И исполнил он его чисто, и надбавки очень высокие, заслуженно получает за свои прыжки. На 4-й уровень все вращения. Вот почему чемпионское катание? Потому что не было слабых мест в этой программе. Замечательно исполнил все прыжки без какой-либо помарки. Все вращения 4-го уровня программу он с первых секунд преподносил. Он не был сконцентрирован только на исполнении прыжков. Он и отыгрывал и с артистической точки зрения, и с хореографической точки зрения тоже постановку максимально вообще раскрывал. Смотрите, какая затяжка. Тоже не часто увидишь в соревнованиях у мужчин. Такую затяжку в полный шпагат. Прекрасная улыбка в конце, победный жест, и мы радовались здесь вместе с Ильясом. Заслужил. Сегодня его день определенно. Потрясающе. Просто потрясающе. Отличные кадры нам дарит эта трансляция, эти соревнования. Ильяс Халиуллин за произвольную программу. Что там говорить? На 20 с лишним баллов в одной только произвольной ближайшего соперника и на 25 баллов по сумме двух программ. Абсолютная победа и в компонентах, и в элементах. Это самый чистый протокол, который я видел за последнее время. Удивительно. Радуемся вместе с Ильясом его победе. Через несколько минут пройдет. Поздравляем Казань, поздравляем тренеров, поздравляем самого Ильяса. Конечно же, поздравляем тех ребят, которые в такой плотной борьбе заняли 2-е и 3-е места на пьедестале. Это Роман Хамзин и Эдуард Карартынян. Поздравляем зрителей Первого канала, что вы можете воочию видеть, как вот эти звездочки маленькие, наши юниоры, становятся настоящими бойцами, растут и готовятся штурмовать самые высокие вершины на свете. Василий Соловьев и Анна Щербакова прощаются с вами, но ненадолго. Мы всегда на связи и очень ждем следующей встречи с вами. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто слушал нас эти 2 дня, и до скорых встреч!
торжественную церемонию награждения призеров и победителя среди юниоров, выступающих по программе «Кандидаты в мастера спорта». Первое место и звание победителя всероссийских соревнований «Дель-2025» среди юниоров становится Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан. Серебро завоевал Роман Хамзин, Санкт-Петербург. Бронзовым призером становится Эдуард Карартынян, Москва. Assez de donner sans retour. Je suis saoulé, mais moi sans larmes, ça c'est long. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de vous. Car j'écris quand je me plante et je ris quand je... Медалями призеров и победителей награждает старший судья вида Алла Машкевич. Цветами призеров и победителя награждает технический контролер вида Юлия Соловьева. Награждается тренер победителя Ольга Арбузова. Уважаемые зрители, еще раз, пожалуйста, аплодисменты нашим призерам и, конечно, победителю соревнований. Пожелаем им всем удачи, здоровья и спортивных побед. На этом церемония...